Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером мы пошумим. Да, всем большое спасибо за то, что вы любите шум, ждете этого общения, ибо этот проект, он исключительно о нас с вами. О том, как мы в этом всем информационном шуме выживаем и какие главные такие засечки или, ну, давайте так, на полях заметки, какие мы извлекаем из всего происходящего. Мне очень приятно, что вы очень любите игру в города. Без нее сегодня тоже не обойдемся. Единственное, что скажу, что, как всегда, ваши сообщения принимаются на электронку. Это предложка, там рубрика «Колобок, куда мы катимся». Люди там оставляют свои сообщения, в общем, для эфира, да, вот какие-то истории, короткие, но свои. И мы их периодически зачитываем и обсуждаем здесь, в комментариях, так же, как и все остальные новости, вот прям на равных. Ну и, естественно, 100% это клуб зрителей Шелестов, закрытый клуб в Телеграм, отдельное сообщество, где люди общаются, где вот этого всего нет. Видите, немножко отхожу я от такой полной публичности в комментариях. Делаю исключительно это с таких технических позиций, и мне там пишут люди, говорят, вот, ты там денег хочешь. Ребята, никакие звезды из Телеграма не выводятся, особенно там в моем положении, поэтому не выдумывайте, это исключительно для того, чтобы обезопасить пространство сообщества, а то, знаете, накидываются гуртом на одного, а потом не у меня там в Телеграме или в чатах, а в принципе жалобами забрасывают Телеграм, и потом люди восстанавливают аккаунты. В общем, получается, вроде как хотели пообщаться, пообсуждать что-то, ну а видите, какая вот работает история. Здесь, в принципе, в Ютубе тоже это присутствует, но не так. Все-таки система больше и народу больше, поэтому и шум наш сычнее, громче и, ну, такой особенный шум. Друзья, для начала, как всегда, скажу, что QR-код возможность вывести на экран свой вопрос. Если работает сервис, он то работает, то не работает. В общем, всем большое спасибо за суперчаты, супер стикеры, супер поддержку. В общем, если работает в ваших странах, вы большие молодцы, спасибо вам за это. Ну и, конечно, наша игра в города. С нами Афины шумят и, конечно же, Шалом из Хайфы. Наши дети дома, слава богу, пишет пользовательница. Действительно, с точки зрения простых людей, ведь мы не обсуждаем, например, Израиль, да, с точки зрения простых людей, и эти простые люди свистят, когда Уитков выходит и говорит, какой Нетаньяху хороший, выходят на протесты, давят на власть, они против войны. И этих людей тоже нужно понимать. Вообще нужно объединяться всем тем, кто против войны, кто против этого всего безумия, которое она несет. Ну и, конечно, Израиль наворотил делов в Газе. Ну, хотя, видите, как Трамп красиво вышел, собственно, из этих всех перипетий. Может быть, об этом тоже пару слов скажем. Тбилиси шумит, Таджикистан, Днепр, Ставрополь. Привет из Узбекистана, Бердянск с нами. Спасибо большое. Марганец, привет вам. Привет из Архангельска. Ничего себе. Хайдельберг, населенный пункт. Варзуга, Ростов-на-Дону. Спасибо большое, что смотрите, за то, что играете в города. И Харьков, ХТЗ. Тут прикалывается пользователь Шелестянск. Есть такой город. Ну, пока ничего не переименовали. А вот Саранск точно есть. И Саранск из Севастополя, Милана. Верный слушатель на связи. Спасибо вам большое. Спасибо, что смотрите в Бордо. И, конечно же, привет из Донецка, ДНР, Пинск. Сам из Германии. Беларусь из Германии смотрит. Краснодар лайк поставил. Спасибо большое, Краснодар. Город Геленджик. Привет из Сеадовска. Кириши, Славянск, Обнинск. Елочка гори, пишет пользователь постоянно. Да, Шелест Сити. Да, Шелестянск не звучит, Шелест Сити звучит. Днепр на связи, Колыма. Ферганская долина, Узбекистан. Ох-хо-хо, спасибо, что так издалека смотрите сегодняшний шум. И тем более, что, знаете, вот меня постоянно упрекают. Ох, как Шелест выйдет и начнет заряжать игру в города на 3 часа. Тут людям спать на работу. Давайте тогда ужиматься, давайте делать короче, раз есть такой запрос. Тем более, понимаю, будень день. Ну, по крайней мере, там как получится. События острые. Ой, какие острые. Перевальск на связи. Спасибо большое. Родина моей матери. Ушедший. Значит, Джамбул, Москва, Купянск, Юрмала, Казань, Каховка на связи, Урал тоже с нами, и Бахмут, Красный Луч, смотрят все-таки из Севастополя, Нарва шумит. Очень прекрасно, что одессит из Голландии тоже с нами. Друзья, всем большое спасибо за то, что слышите населенные пункты и ставите лайк. И это действительно помогает нам шуметь еще качественнее, еще лучше. Опрос нашего
сегодняшнего эфира, он звучит следующим образом. Если бы вы оформляли, ну или оформили в довесок к украинскому, внимание, смотрите, если вы не украинец и вот и так издалека, ну представьте, вот украинский паспорт, у вас один единственный, проголосуйте, сыграйте в это голосование, потому что я вижу потом по результатам текущим на данный момент, мы в конце подведем итоги, понятно, все России и Беларуси выбирают, но все-таки вопрос звучит следующим образом. Если вы вот у вас был один паспорт украинский, какой бы еще паспорт предпочли? США, Канады, какой-то страны ЕС, Россия, Беларусь, сюда можно присовокуплять, кстати, там постсоветские, или есть еще такой вариант, вообще любой абсолютно, все равно какой, лишь бы был еще один. Потому что сейчас такая чехарда с этими паспортами. Хочешь, вроде как он его не выдавал, Зеленский, но забрать может. Это про Труханова сегодня тоже обсудим, посмотрим на него. Запорожье на связи, привет из ПМР, Приднестровье, спасибо, вам тоже привет, Ереван шумит. Сочи на связи, Москва, Алешкина. Тут смеется Кирилл, оформляю канадский паспорт. Да, значит, спасибо большое за то, что пишете свое мнение, спасибо за то, что пишете, ну вот пишет Тутси Ларсон, говорит, у меня так получилось, как я проголосовала. Спасибо большое, что поделились и оставили, вот свою лепту внесли в голосование. Банковая шумит, да, нет паспорта, нет мобилизации, ха-ха-ха. Ну вот, знаете, смех только грустный. Италия с нами и, конечно, советский населенный пункт есть, Ульяновск. Друзья, спасибо всем большое. Привет в Коломну, вы тоже там шумите. Давайте все-таки начнем наш сегодняшний шум, но вот не с паспортов как таковых, сейчас к паспортам перейдем. Значит, случилось же яркое, да, ярчайшее, я бы сказал, событие. Значит, Трамп, так сказать, всех победил. Собрал саммит, у него там был целый перформанс, Макрон ужал руку туда-сюда, вот это все. Ну, вот я у себя в телеграм-канале это публиковал, это значит, это, конечно, что-то, да, вот смотрите, подходит Макрон, тут ему жмет руку Трамп, да, вот его вот к себе, назад, обратно, а Макрон цепкий, Макрон как схватился, вроде перехватились руки, и давай туда, назад, там по губам уже написали о том, что, судя по всему, Трамп ему претензии предъявлял. Ты меня, мол, Макрон, обидел? А тут говорит, ну прости, ну и, в общем, давай вот это вот на руках. Ну, я здесь вспомнил о том, что пиццуха была у Макрона. Ну, вообще, конечно, Макрона можно понять. Давайте все-таки с сочувствием к нему отнесемся. Он в тяжелом положении, он боец, говорит, если даже опять уйдет там правительство, лекарню кочевряжется, если что-то опять произойдет, ну, извините, я уходить не буду. Будем, значит, распускать парламент, бороться, в общем, я остаюсь. Песня такая была, я остаюсь. Это про Макрона. И вот смотрите, как с Трампом. И так, и сяк. И вот ко мне, иди сюда, иди сюда. Ох, какой у них разговор крепкий, да. Даже лица не делают. Вы заметили? Даже лица не делают. Так вот, Трамп, собственно, сегодня разразился таким ужасным постом ярости. Вообще он как бы, ну, да, вот, Time посвящает новый выпуск, понятно, этому перемирию. Это событие действительно геополитическое. Его можно по-разному трактовать, относиться по-разному, но, как вот пользовательница написала в перекличке в самой игре в города перед началом шума, говорит, ну, вернули 20 человек живыми, представляете, 2 года сидели, 20 человек живые, это уже хорошо с точки зрения человеколюбия, там, гуманизма, тем более в такой день, сегодня Покрова, сегодня, ну, действительно праздник, и ну, вот не нужно предаваться вот этим мыслям, что там 20 на 2000, сколько трупов, а чего добилась одна сторона, другая. Нет, это нужно анализировать, но эмоциям предаваться не нужно. Так вот, Трамп публикует у себя эту обложку и говорит, пожалуй, худшая фотография в истории. Они убрали мои волосы и добавили что-то вроде крошечной короны. Над головой очень странно, фото снято снизу, ужасный ракурс, надо отозвать выпуск.
Значит, тем более там, ну, все иронизируют, плавающая корона, ну, за счет вот этого там света, вот этот нижний ракурс, да, это такой самый, конечно, неудачный ракурс, да, вот это все как бы складки, все это видно. И Трампу не понравилось. Говорит, отзывайте выпуск. Выпуск, понятно, никто не отозвал, но, судя по всему, он расстроился тому, что корона крошечная, а у него-то большая корона. Вот в эти минуты, вот сейчас, в прямом эфире, там, в Америке, у себя в Белом доме, он встречает, собственно, он встречает Милея, да, встречает Милея, и, в общем, у него как бы с Милеєм все хорошо. Зеленський позбавив громадянства міського голову Одеси. Я ніколи не Труханова. звертався із заявою до Російської Федерації для отримання російського громадянства. Трамп. Тільки розумієте, що в демократичній правовій державі президент не може звільнити мера. Ну таке, знаєте, магдебурзьке право якесь є, і вже там майже 1000 років в Європі якось розділились. Типу місто займається собою. На том, что вообще происходит вокруг еврейского вопроса и, да, вот таким вот... Зеленський позбавив громадянства міського голову Одеси так Труханова. А позбавив громадянства означає і звільнив з посади фактично. Тільки розумієте, що в демократичній правовій державі президент не може звільнити мера. Ну таке, знаєте, магдебурзьке право якесь є, і вже там майже 1000 років в Європі якось розділились. Типу місто займається собою саме, обирає собі керівника, а король, він там займається війнами, дипломатією, своїми справами займається. Але наш король, він йому все мало, він хоче всім керувати сам. Він знищив місцеве самоврядування в Чернігові, в Рівному. От ну, как бы пытаться, Трамп может реально пытаться как бы решать вопрос с Венесуэлой. И все для этого есть. Все для этого есть, все заряжено, и у Трампа, собственно, тоже, и Трамп в этом отношении молодчага, и вот буквально во время нашего эфира он уже публикует пост, заявление о том, что он очередной раз бьет по судну, якобы перевозившему наркотики в международных водах рядом с берегами Венесуэлы. Короче, продолжается это все. Этот движ, собственно, нарастает. И Милей тут играет, на самом деле, важную штуку. Милея спасают, Милею помогают, ему спасают Песо, Бесент, ну, как бы муж своей жены или жена своего мужа. Он, собственно, выкупил на 20 миллиардов песо аргентинский. И, в общем, там торговлю увеличивают. Все почему? Потому что Милей, он иудей. Милей, он тех кровей. Милей, Милей. Кто может быть еще Милей для Америки? А это такие подспудные поползновения как раз таки в ту тоже сторону. Ну, там очень интересный сейчас расклад, потому что и китайцы заинтересованы, и вот эту нафту, которую брали из Соединенных Штатов, и теперь берут из России и будут заливать, разбавлять тяжелую нефть Венесуэлы и как бы производить, ну, ее отпускать там на переработку. Это экстраординарный ход, который шокирует наверняка рынки, и, ну уж точно будет отмечен, да, вот в контексте вот этих геополитических противостояний. Но не об этом же, да, не об этом. Трамп вообще, он выглядит красавцем. Его весь этот саммит в Шарм-эль-Шейхе, да и встреча это с Милеем, сейчас посыплятся заявления, наверное, какие-то в прямом эфире. Он же вот предстает. Это такая дипломатия глобального эго. Эго величиной, я не знаю, с Трамп Тауэр. И все к нему приехали на поклон. Все европейские лидеры-наблюдатели. Алиев приехал, Пашинян там потом уже, когда все расходились, уже прыгает в уходящую, скажем так, эту ступеньку паровоза, говорит, это я, храни вас Бог, спасибо вам, вот так кланяется ему. Все пришли ему как бы поклон отвесить, но не Россия. Россия говорит, мы поддерживаем Трампа, молодец Трамп, супер, но без палестинского государства не обойдется. Что будет со вторым этапом перемирия, со следующим этапом, вообще неизвестно. Хорошо, что бои прекратились, плохо, что сейчас там одни руины в Газе, плохо, что столько-то жертв, более 60 тысяч официально посчитали, официально сообщили людей, но, собственно, обида-то, осадок остался. Не получилось даже через вот этот пафос продавить Нобелевскую премию. Сегодня Лукашенко собирал там у себя совещание и комментировал эту тему. Говорит, слушай, Трамп, да не расстраивайся ты на этих болезных, не обращай внимания. Слушайте, вот мне бы, говорит Лукашенко, мне бы давали премию Нобелевскую, я бы вообще сам бы не взял.
Не присуждение Нобелевской премии Дональду Трампу с учетом заявления разного рода нобелевцев тоже можно принять. Они обещают, что в будущем году он точно получит Нобелевскую премию мира. Я лично бы ему посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию, потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту. Ну, а люди в мире должны оценить то, что делают Соединенные Штаты Америки и их президент на международной арене. Это важнее оценка международного сообщества и людей в мире, нежели вот этой политизированной структуры. Я иногда так думаю, ну, если бы кому-то из вас или мне предложили эту премию, я бы вот точно от нее отказался. О, слушайте, сейчас там какое-то такое напряжение на совещании возникло. В смысле точно отказался? Так там же деньги еще дают. Александр Григорович, ну ты как-то не перегибай, там же денежку еще дают. Ладно, Трампу все равно этих денег, там, хоть жуй, мягкими тканями, но нам-то, говорит, кому-то из вас бы дали премию, и отказался. И так вздохнули горько, а хотели, наверное, тоже. Потому что, ну, слушайте, мы знаем по нашим... Видите, как часто кивает и глаза бегают. Точно хотел Нобелевскую премию мира? Ты хотел Нобелевскую премию? Я нет, продолжаю. Деятелям, какой вклад они внесли в установление мира в мире вообще. Да ничего не сделали. Вот это вот сразу видно. Вот эти вот, это вот его такие нормальные чиновники. В любой непонятной ситуации записывайте. Записывай. Вот интересно, вот что они сейчас записывают? Лукашенко их собрал там поговорить с ними. Так не брать премию миру. Не брать. Наоборот, способствовали и подталкивали Беларусь к этой так называемой войне. Ну и сравнить оппозиционерку из Венесуэлы, ничего не имею против, не знаю о ее политике, как и вы, наверное, ничего не знаете. Ну вот взяли и дали, потому что она боролась за разрушение Венесуэлы. Но это нормально. Но если обещана премия Дональду Трампу в будущем году, значит, мы можем рассчитывать на то, что он будет проводить политику мира, по крайней мере, до вручения ему этой Нобелевской премии. Но то, что он ее получит, это... Безусловно, поздравлять его с этим, еще раз подчеркиваю, нам не следует в силу нашего отношения к этой Нобелевской премии. Вот, то есть мы не против, Трамп молодец, он заслуживает, он в следующем году получит, но поздравлять мы его не будем. Знаете почему? Потому что это не Нобелевская премия, ерунда какая-то. Ну, на самом деле, конечно, эту Нобелевскую премию еще... будут вспоминать, даже выходило сегодня выходил материал о том, что вот эта венесуэлка выходила и опять благодарила Трампа, и опять ему расшаркивалась, раскланивалась и говорила: ой, Трамп, это тебе, это все ради тебя, я все сделала, и получила эту премию. Ну, в общем, может, надо было ей сказать: купи Трамп коин, вот этот, монетку, вот эту, крипто, на всю сумму гонорара. Да, вот, обналичь и давай туда. И тогда это будет действительно победа. Но смех смехом, но тут на самом деле не до смешного. Ситуация эта на самом деле очень тяжелая в Украине, и ее отказываются признавать. Удары продолжаются и дальше. Удары по инфраструктуре, энергетике. И на мгновение показалось, что эти удары, они прошли как бы бесследно. Да? Ну вот что, ударили. Так смотрите, как быстро отремонтировали. Но сегодня приходят такие апокалиптические кадры. Вот прям вечером сегодняшнего дня, пожалуйста, Киев в блэкауте. Вот снято из одного района Киева. То есть темнота, друг молодежи. Это вот конкретно сегодня, конкретно там буквально полчаса назад снято, это все выкладывается, это все пока вот Лыбецкая. Да? Лыбецкая. Если свет, то от фар машин. Даже в метро сегодня не было света, была такая достаточно жуткая история, потому что люди на центральных станциях, там Арсенальная, еще одна, в общем, была авария в Киеве, и поэтому вырубился свет. То есть, представляете, да, люди с фонариками, вот этот спуск метрополитен, эскалатор, но все, как говорится, вот... держат руку на пульсе и говорят, что нет, мы потужные. По поводу метрополитена там была как бы авария, и вроде как переключились на какие-то резервные линии, поэтому сейчас сообщают, что в эти минуты свет есть. Но проблема в том, что после этих ударов начались проблемы.
Ну, там, провод выгорел, отпал. В общем, такие технического толка проблемы. И вроде ударов не было, да, так что удар и все пропало. Но технические проблемы, они присутствуют. Темнота это сегодня тоже 14 число по случаю празднества, там, Дня казачества. Ну, его же принесли на 1, поэтому они как-то так вот сбились с толку во Львове. Значит, отмечали день основания УПА. Ну, я так понимаю, по старому календарю. У нас, знаете, есть Новый год и там старый Новый год. Это вот старый день УПА. Старый новый день УПА во Львове. То есть, смотрите, все очень и очень. Памятник Бандере, люди, все в масках. Ну, чтоб никто не признал. В масках, смотрите, в военных штанах, то есть по форме. Вот так вот. Кроком руш, в смысле шагом марш, и вот они пошли маршировать. Маршируют так себе, но сам факт, что с факелами, вот таким перформансом, так сказать, шествием отметили день УПА. Но тут абсолютно, как бы, подождите, если вы такие новоделы, ну так давайте ходите так строем с факелами по Львову возле памятника Бандеры 1, почему 14? Короче, перепуталось все у людей. Перевернулось, и поэтому даже у этих товарищей, которые как бы в полувоенном, какие-то, понятно, что там молодые вот эти бандеровцы УПА чествуют и празднуют. И создавая таким образом, ну, классную картинку, мол, смотрите, мы такие незламные, смотрите, мы такие мощные, нас не денацифицировали. Денацифицировали, но не нас. Во Львове все хорошо. И это как-то так, знаете, очень... так вот мерзко выглядит, когда особенно сейчас выдают статистику, например, там какие-то специалисты говорили о том, что из тех, кто уезжает за границу, 30%, то есть большинство, это Львов и Львовская область. Львов и Львовская область, они валят. А те, которые там с Днепра, с Харькова, они пытаются там уехать чуть дальше, вот, там какое-то село, куда-то там Винницкая область, да, потом еще дальше, вот пытаются, они здесь как-то больше. А те, которые первые драпанули тогда в 22-м, так вот и, собственно, и уезжают. Нет, можно, конечно, взять и написать в комментариях: я со Львова, я с первого дня войны в Украине. Ну, это, мягко говоря, со своеобразными чувствами прочтет, например, человек из того же Харькова. Из того же точно. Вообще, конечно, с точки зрения происходящего насчет городов, то их мэру Львова и мэру Киева, у которого отпадают провода, перегорают после аварии и вырубается метро вместе с целыми жилыми массивами. Не сказать, что на окраинах и в спальных, сильно спальных районах. Вместе, конечно же, с мэром Днепра Филатова, который говорит: вы что? Нельзя включать отопление. Там же вчера буквально целый такой какой-то, не знаю, дрязг произошел. Кабмин говорит: да не, у нас все по плану. Мэры: нет, мы будем включать позже. Газа нет. Смотрите, света нет уже. Газа нет уже. Аварии на авариями, но мы стоически все выдержим. Украинцы, держитесь. Обстрелы никак не повлияют, да и вообще мы все сбили. С точки зрения вот этих ударов дронами и ракетами по украинским городам и инфраструктуре. Так вот, всем мэрам нужно будет приготовиться, потому что Зеленский, кажется, пошел в разнос. Лупить меров. Шановні українці, українки, коротко про цей день. Детально готуємось до нашої розмови з президентом Трампом. Провів сьогодні нараду з військовими, Міністерством закордонних справ, міністром енергетики, керівником Нафтогазу, також з командою Офісу. Всі аспекти розмови мають бути пропрацьовані так, щоб Україна була дійсно посилена. Ми обговорили з президентом Трампом вже певні речі. Є контррішення, які можуть допомогти. Щодо Петріотів, щодо томагавків, це дуже важливо. І деякою іншою зброєю важливо чутливі речі обговорити нам особисто. По телефону все не скажеш. У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи і інших наших партнерів. Вы поняли? То есть, смотрите, а что туда едет Свириденко и Умеров, секретарь СНБО? А в пятницу, и смотрите, это же анонсированный визит. Они говорят: мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним, и нечаянно ворвемся прямо в овальный кабинет. И вот спрашивается, да, вот простой вопрос: а почему обычно у него внезапные все визиты?
Ну, обычно. То есть там раз, ой, там и особо никто не знает. Нет, но если это не какая-то там дата, или какой-то саммит, или что-то еще, и то там с саммита, вы же помните, можно взять и уехать досрочно. В ЮАР можно приехать, окрутнуться и умотать, списки детей передать и смыться. Ну и в другие страны. А потом приезжать и возлагать цветы возле домов, по которым прилетело. А тут прям заранее, все четко, чинно, мирно. 2 раза поговорили на выходных. Вот сейчас вот едет в пятницу. То есть все хорошо. По телефону всего не скажешь. Наші кроки тут в Україні можуть наблизити завершення війни. Важливе лідерство Америки, лідерство президента Трампа. Смотрите, то есть завершение войны и важно лидерство. Окей, ну надо же не отставать от Трампа, правильно? Ми плануємо й зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній. Звісно, ключове наше завдання – це ППО та стійкість наших міст та громад, також примус Росії до миру. Зараз в світі є дуже сильний імпульс до миру. Після того, що вдалося досягти домовленостей для Близького Сходу. Це глобальне питання, багато зробив сам президент США, його команди, також були залучені різні лідери. Вони допомагали дуже сильно, і зараз на Близькому Сході є серйозні шанси жити без війни. Без войны. Вот это вот все, да, это, понятно, театральщина. Но тут же разные лидеры, которые были вовлечены в вопрос Ближнего Востока, а есть там еще один лидер, имя которого нельзя называть, и он тезка твой. Ну, об этом, конечно, мы умолчим. Це свідчить, що і Росію дійсно можна дотиснути до припинення агресії. Как? Как это свидетельствует, как вот этот вот его набор слов и вздохов свидетельствует, что можно Россию додавить? Никак. Никак. Фактично, саме Росія зараз залишається основним джерелом глобальної нестабільності, глобальним джерелом війни. Прикрутити це джерело потрібно. Ми знаємо як. Також окремо доповідав сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга по тих завданнях, які мають бути реалізовані на європейському напрямку. Дипломати Офісу також доповідали по наших оборонних домовленостях з однією з країн. Ми готуємо серйозну новину на наступний тиждень саме з одним з наших партнерів в Європі. Я говорив сьогодні вранці дуже предметно з президентом Фінляндії. Я дякую, що Фінляндія... Ну, вы поняли, это не Финляндия. Дания. Заводы там будут клепать, фламинги, дроны, вот это все. Ну, конечно, очень потужно будет новина на следующей неделе. То есть, смотрите, все там расписано. У них всегда есть определенный план, как вот медиаплан выходов сериалов в сериале там «Слуга народа» и все остальное. То есть, да, все есть. Ага, тут надо Трамп. Они сейчас созвонились, его дергает к себе Трамп. Поэтому они бы на этой неделе презентовали чего-нибудь, этакое оборонное, ракетно-дроновое с одной из стран Европы, а будут презентовать через неделю, потому что все может поменяться. Ну, кто вспомнит об этом обращении потом, правда? Та сам пан президент особисто завжди підтримують нас дуже. Ми говорили про комунікацію з Америкою, скоординували наші позиції, це завжди допомагає. Також ми обговорили спільні можливості тут, в Європі, швидко посилити нашу ППО. Був сьогодні на доповіді керівник Служби безпеки України Василь Малюк. О, пришел вдруг на доклад. Сижу я такой, значит, со Стубом разговариваю. Говорит, ПВО надо, чтобы раз, вот это все это. А тут пришел Малюк. Пришел, а с чем хорошим? Я дякую службі за сильну роботу на захист України, на протидію російським агентурним мережам. Смотрите, агентурные сети. Это прям вот что-то, вот сейчас вот шпионские игры. Агентов принес Малюк в клювике. Знаете, как кот такой заходит, кот Малюк, он собак любит, ну ладно. Он заходит, а у него вот эта мышь, да, он поймал, принес. Что же там, не томи. Також була розмова по ситуації у прифронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато безпекових питань в Одесі, занадто довго залишалось без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. Дякую всім, хто з Україною, дякую кожному, хто захищає нашу державу. То есть, подождите, принес Малюк агентурные сети. Агентурные сети, чтобы все понимали, это танцор, украинец, россиянин, да, скажем так,
Это Царев, тот, который бывший регионал, депутат, да, он приезжал, кстати, когда бы в 22 году вез гуманитарку, и там уже спешили его то ли Бучи, то ли Боярки, но он был и там, в самом начале вот этого движения к Киеву, он привозил гуманитарку с мирными там, да, и он там светился, и вроде как это будет типа наш, с российской стороны подписывали его как какой-то, ну, там, мэр Ирпеня, там, я не знаю, там, мэр Бучи, вот это вот там, он имел тогда вот такой какой-то около этого статус, но оттуда не получилось там задержаться надолго, и поэтому там в тех краях никакие местные ставленники не нужны были. Ну, мы помним, что в Харьковской области тоже был, собственно, вот назначен руководитель Харьковской области с российской стороны, да, с той, которую она заняла, и, ну, там тоже не сложилось. А там, где вот это вот, там они, в принципе, и есть. Ну, какая у него агентура в Украине? Вот в чем вопрос. Такой достаточно прозрачный и откровенный. Труханов. Агентура. Одесса заслуживает большей защиты. Короче, у этих всех троих, там Полунин, хореограф-танцор, вот этот, собственно, Царев, Труханов, у них паспорта. Царев сбоку припек в этой истории. Вот этот Полунин тоже. Главная нажива – это Труханов. Это вот, опубликовано СБУ. Представляете? Труханов, загранпаспорт, Российская Федерация. Уверяют, нет, это не фотошоп, потому что есть ИНН, вообще у него там прописка, город Ялта, мансарда. Но самое интересное, это срок, когда заканчивается паспорт заграничный гражданина Труханова. Это 15 декабря 2025 года. Паспорт выдан на 10 лет, соответственно, это 15 декабря 2015 года он его получал. То есть буквально чуть-чуть не дотянул. Ну сколько там? Да, 2 месяца. 2 месяца и не было бы претензий никаких к Труханову, но СБУ нашли эти претензии. Это очень и очень кстати. На это очень и очень склоняли Зеленского. В чем фишка? Да только в том, что была же такая идея, войну, как бы все на военные рельсы поставить. Местное самоуправление под зад коленом и ставить своих военно-гражданских администраторов. Как эти военно-гражданские администраторы тырят деньги, строят подземные школы или укрытия, да, с какими-нибудь там ЧПшниками, которые то ли из онлифанщиц, то ли виски крадут из супермаркета, а потом это все проворачивалось, отмывалось, это мы все в курсе, напоминать не буду. Но вот на этой системе, собственно, взять и воевать. Но в Украине с 22 года оказался очень сильный вот этот вот гражданский, волонтерский, даже его сейчас отголоски, они продолжаются, вот этот сектор такой общественный, да. Ну и мэры это все равно как ни крути, к ним разное отношение в городах, больших и не очень, но их когда-то выбирали. То есть Верховная Рада Украины буквально пару дней назад проголосовала, что выборов Верховной Рады, в общем, выборов местных самоуправления не нужно. Скинули этот груз, потому что война, поэтому не надо никого выбирать. Получается, они пролонгируют свои полномочия, и, в принципе, можно было торжествовать. А что, мэры остаются те же, депутаты остаются те же, выборов никаких нельзя по стране, потому что война. Но некоторые же мэры, как кость в горле, особенно на лакомых, жирных кусках, наезд на Кличко, наезд за наездом. А вот Труханов, вот он, с землицей у моря, с застроечкой, с какими-то интересными объектами. Да, летят шахеды, дроны, герани. Да, их там риэлторы говорят, в этот дом уже попало на берегу моря, значит, второй раз не попадет. Но все равно строятся, все равно пытаются, все равно скупается актив, скупается дешево. Из городской земли выводится землица под частное, и этот процесс нужно ускорить, и нельзя пройти мимо этих контрактов. И все-таки пролоббировали всю эту тему Зеленского, и он сбивает Труханова, хотя если это настоящий паспорт, то о нем знали уже очень давно. И почему-то вдруг именно сейчас, на 4-м войны, Одесса требует большей защиты. А что у нас в Одессе такое? Десант высаживается? Нет, обстреливают и Одессу, но
при всем уважении к одесситам, и Днепр обстреливают, и другие территории. Всех обстреливают. Но, тем не менее, Одесса. Труханова поймали после этого сообщения. Он же, в принципе, выходил сам с... ну, как бы первый, говорит, там комиссия рассматривает, не верьте, это неправда. Ну, вот его поймали, так сказать, на улице, так сказать, нашли. Що, Геннадій Леонідович, що будемо робити? Скажіть, будь ласка, з приводу того, що вас усунули. Ну, що будемо робити? Ми будемо, Оскаржувати? ну, дійсно. Ви ж бачите, що це чисті фейки. Може, празднуємо один до одного дошки, коли беруть якийсь папірець. Мало того, я вам скажу перше, що в 22-му році була така петиція, але президент доручив, і є відповідь, офіційна відповідь. Геннадій Леонідович, давайте по чесноку. Я знаю, що у вас цей паспорт був. Оригіналу нема. Хороша копія була у Гурвіца в сейфі. Хорошая копия была в сейфе у Гурвица, это прошлый мир. Говорит, давай по чесноку. Давай по чесноку. Ну давай. Я вам скажу, питання в тому, що підтверджувати будуть копії. я вам скажу відверто. Не було ніяких паспортів, ні в Гурвіца, ні в кого. Ну, він мені показує. Я вам теж можу показати. Хорошу копію. Я вам ще раз скажу, не було ніяких паспортів. Ви задоволені? Ви не збираєтеся виїхати з Одеси, з України? Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України. А балотуватися на наступних виборах, якщо зараз вас усунуть, ви будете? Вони з чого це зробили? Тому що якщо я без громадянства, я ж не можу балотуватися. Тому що вони бояться, що я балотувався і виграв вибори. Смотрите, они, кто-то они. Но он же еще, он понимает, что это сейчас вообще ситуация, как бы забрали гражданство. Забрали гражданство, все. Нет, ты можешь тут быть, посмотрим, что там вообще, как с ним поступят. Вот у Ануфрия, блаженнейшего митрополита УПЦ, забрали гражданство, но он все равно ходит, поздравляет с покровом, судится, все смиренно, тихонько. Он до этого особо не высовывался. Труханов тоже никуда не высовывался. С Ганулом фотографировался, украинскую мову, в общем, вел на своих заседаниях. Короче, дает джазу. То есть вот он пытался как мог прогибаться под изменчивый мир, но все-таки выборы, как он считает, и землица одесская, как считают многие, сделали своє діло. Ви що, не розумієте, для чого? Я, власне, чого вас тут 2 дні караулю. Я хотіла спитати, 11 років ви мер. Можливо, давайте вже відпочинемо одне від одного? Эти все-таки эти активистки, это, конечно, нечто. Давайте отдохнем друг от друга. Ну вот как вот ты, что ты ей ответишь? Давайте, я вас відправляю в відпустку. Відпочивайте ви. Я живу в Одесі, нічого що... А я теж живу в Ну, Одесі. у вас немає бажання от, Немає там, виховувати внуків? Немає бажання, тому що мене підтримують більшість одеситів. Звідки ви це знаєте? Я поважаю Ви вашу думку. опитування робили? Так. Я вважаю вашу думку, це ваша думка. Але ви сьогодні, як то кажуть, більшість. А звідки ви це знаєте? Ви нещодавно робили опитування? Я знаю, я піду попрацюю. Добре. Ну, вот так и поговорили. Я не бухаю, але Ні, ну відкрити щось таке. багато людей будуть, не меншинство, повірте, дуже багато людей будуть радіти. Ви самі знаєте чому. Радійте. Через Вікторію. Ви ж самі знаєте Зачем? прекрасно. Навіщо це ви кажете? Вікторія, тому це моя що- боль. Ну, боль, моя так, боль. тому що є наслідки, але тим не менше. Наслідки, Хто на в жаль, цьому на жаль, винен? на жаль, ніхто не встановив, хто винен. А хто я підписував, зробив, хто давав це туди Я. дітям заїжджати? це давали відповідні органи, які приймали прийом передачу. Ну, навіщо? Слухайте, я ходила на суд до Цвірінько, я Добре. знаю, що там пожежний Добре. інспектор, Давай. чесний, який сказав, Ну, понятно. То есть она ему там сразу наваливает. Это вот местные городские сумасшедшие, так сказать, радуются. Ну, кстати, радости было больше. Понятно, в этом сумбуре непонятно, что вообще сказал и что хотел сказать Труханов. Поэтому сегодня к вечеру он опубликовал плюс-минус внятные слова и реакцию на этот счет. Там тихонечко, шепотом, полушепотом, как мышки, люди, которые чуть-чуть понимают в праве, говорят, слушайте, там даже вообще по процедуре не может Зеленский. Горсовет должен. Ага, смотрите, нашли паспорт, СБУ пришли, президент, ой, паспорт. Ничего себе. Но решение, чтобы у этого гражданина Труханова, который выбран одесситами, чтобы его убрать, должен принимать горсовет. Ну, то есть те же люди, та же громада. То есть вот эта даже тема, она очень спорная. Типа автоматически забрали у тебя гражданство, и завтра ты не мэр. Понимаете? То есть такого как бы нет. Ну, что говорит Труханов?
Так, ну что-то не срослось, да, не срослось непосредственно с Трухановым, как бы, да. В общем, он говорит о том, что ничего не было, это все фейк, даже там по советским, скажем так, этим всем моментам. В общем, не получилось, не срослось, и я как бы в 92 году автоматически не получал российского гражданства, хотя это при Советском Союзе там давали тем, кто в армии служил и так далее. То есть, говорит, будет бороться, подавать в суд. Но все-таки в Одессе радовались некоторые персоны, к вечеру сегодня приходили и... Приходили и, в общем, распивали шампанское. Эй, смотрите, какая радость какая. Полицейские стоят, лыбятся. Смотрите, никто никого не задерживает, нет никаких моментов. Ну, а как в акции? Военное положение. Одесса сегодня стала безопаснее. Смотрите, как она радуется. Москаля до Москвы. Вот. А Труханов черт, это, конечно, да. Труханов черт, понимаете? А где вы были, собственно, когда его выбирали мэром? 10 лет назад. Где вы были? Москаля до Москвы, понимаете? Ну, хоть не на ножи, хоть не на москаляку на геляку. Гончаренко комментирует, что к чему. Тоже депутат парламента, но он в этом увидел конкретно предвыборную историю Зеленского. И о том, что война закончится. Я вам показывал в прошлом шуме, что Тимошенко говорит, у меня есть информация, скоро все закончится. Конец войны не за горами. Сегодня Бужанский внезапно, тоже депутат, слуга народа, тоже говорит, ну, Днепровский, да, из Днепра, говорит, слушайте, я не говорю, что конец вообще войны будет, понятно, что это все будет продолжаться, будет сумасшедшая инерция, но острая фаза закончится до конца ноября, то есть через месяц, после вот этих вот визитов Зеленского и вот этих потужных решений. Ну и, соответственно, надо готовиться, мэра сбивать. Зеленський позбавив громадянства міського голову Одеси Труханова. А позбавив громадянства означає і звільнив з посади фактично. Тільки розумієте, що в демократичній правовій державі президент не може звільнити мера. Ну таке, знаєте, магдебурзьке право якесь є, і вже там майже 1000 років в Європі якось розділились. Типу місто займається собою саме, обирає собі керівника, а король, він там займається війнами, дипломатією, своїми справами займається. Але наш король, йому все мало, він хоче всім керувати сам. Він знищив місцеве самоврядування в Чернігові, в Рівному. От справа дійшла вже й до міста-мільйонника Одеса. Приготуватися Дніпру, Києву, це очевидно, і вони його давно турбують. Проблема в тому, всі ті, хто зараз радіє, каже, Труханов чорт. Я, м'яко кажучи, не прихильник Труханова, і ми єдині тут в Одесі, хто йому висували альтернативу, і ця альтернатива була. Але сьогодні це Труханов, а завтра абсолютно будь-хто. І це є сигнал Зеленського всім. Кого хочу, того і висушу. І це та країна, яку будує Зеленський. Це країна Північна Корея, який він кого хоче бусифікує, кого хоче позбавляє громадянства, кого хоче заарештує, а йому і його друзям, ви плівки Міндіча. Отака історія, друзі. Ну вот так. Мне интересен финал вот этого заявления. Ну хорошо, кого хочу, того ворочу. Ну так а ты же депутат, ну что-то, надо что-то делать. Говорит, я делаю, я говорю об этом. Но тебя ж почему-то гражданства не лишают. Почему мэра-миллионника, города-миллионника лишают, а депутата Гончаренко, который критикует, не лишают? Ну то есть давай что-то предприми. Да, дело в том, что у Порошенко как бы все нормально. Да, он под санкциями, да, он там как бы гонимый от людей, имеется в виду европейских своих друзей, но по сути-то все как бы бабки крутятся, все мутится. И Гончаренко разрешается.
Потому что вот такая оппозиция, как Гончаренко, она выгодна и хороша. А вот такая, что, например, ну, вот в Одессе тоже есть ведь свой deep state, да? Ну, такой глубинная Одесса. И как ни крути, но все-таки Труханова хотя бы выбирали. А придет тот, кого не выбирали. Там прочат Лысака из Днепропетровской, ОГА, ну это военно-гражданская администрация. И, в общем, всем будет рулить не гражданская власть, а вот эта военно-гражданская как бы помогать, а вот конкретно это оккупация Одессы, военно-гражданская оккупация Одессы. Потому что был, собственно, горсовет, был мэр, было все, собственно, вот как бы плюс-минус, напоминавшее о том, что когда-то не было войны, но сейчас война, ничего страшного. А тут придут люди, которые будут рвать именем войны местное самоуправление и все, что там, что есть у города Одессы, на куски. И к этому все идет. А главное, что проголосовала Одесса правильно. Ведь любили Зеленского в Одессе. Ну почему? Юморист. Много друзей из Одессы. Опять-таки, помните, Филимонов. Ну, Филимонов как-то не выбрали его из джентльменов, одесских джентльменов, да, команда КВН такая была, шоу у них было, опять-таки маски, все любят, да, вот родина Жванецкого, и все равно как бы относились нормально. Юморина, ну, вот такой юморист у руля, все равно с долей где-то горькой, потому что Одессу бьют нещадно, но все равно, скажем так, юморной долей, и все равно как-то относились к Зеленскому путево, а сейчас они будут под прямым управлением Зеленского. А радуются этому вот эти тетки с шампанским во флагах, с картонками, которые кричат «Москаля, куда Москвы». В общем, ужас какой-то. Но не все те, кто кричат это делают по-настоящему. Центр противодействия информации сегодня опроверг, и мы в шуме это, в принципе, показывали. Представляете, когда в метро люди спускаются и кричат, скандируют «Зеленский, спускайся до нас». Это фейк, наложенный звук, выяснилось. На самом деле они песни пели. То есть Маруся там в саду ягоды рвала, а не Зеленский спускайся до нас. Не, ну а с другой-то стороны, а почему нельзя было там, чтобы он спустился? А правда, пускай спускается. То есть то видео фейк, а вот это настоящее. Он же, помните, как хорошо во время награждения с детками спускался, пиццу кушал, песенки там пел с ними, вот это вот все. То есть любит он это дело, это же творчество такое народное. Распрягайте, хлопцы, коней. Судя по всему, об этом будет говорить Трамп Зеленскому позже. Но есть одна определенная шероховатость в этом всем массиве надежд на конец месяца. Массиве надежд на то, что война закончится, причем быстро, гребут как не в себя. Просто до ужаса. Начнем с хорошей истории, конечно. Сообщение пришло, что прокуратура заявила, что добилась Львовской области прокуратура. В общем, освобождение незаконно мобилизованного жителя Львовской области. Помните дедушку-инвалида, который остался один, к нему пришел глава села, говорит, ну все, у ТЦК своя правда. Короче, информация подтвердилась, мужчина действительно был призван на службу с нарушением требований закона, поскольку на его иждивении находится отец-инвалид первой группы, а других родственников нет. Благодаря слаженным действиям... Текст! Благодаря слаженным действиям прокуроров, командования воинской части и местных органов власти вопрос об увольнении мужчины с военной службы по семейным обстоятельствам был решен в кратчайшие сроки, сообщает прокуратура. То есть какие-то придурки, ну и там еще дополнение, что исполняющего обязанности главы местного ТЦК составили админ-протокол за превышение служебных полномочий. Штраф, короче, вынесут и выговор в личное дело. Никто его не убирает, все нормально. А он и так исполняющий обязанности. Они же там это все ротируются, так сказать. Короче, то есть какие-то придурки не посмотрели справку. Да, там задерживается справка. Она будет условно через пару недель. Но они его хватают. На следующий день он уже в учебке. А потом героически вместе с
воинской частью, вместе с прокурорскими, вместе с местным самоуправлением. Надо было при Зеленского сюда дописать, что Зеленский тоже в них разобрался. Всем, это же хорошая новость, что вот этого незаконно мобилизованного вернули назад к отцу, который лежачий, не может пошевелиться, и некому за ним утку вынести. Надо сообщить об этом бравурно. Но, собственно, видео, которые приходят по теме вот этой ужасной бусификации и мобилизации, там же никто, видите, не спрашивает. Никто не спрашивает, а что там у тебя, дед есть какой-нибудь, который лежит у тебя? Или кто-нибудь еще, да, или сам, может, ты какой-то такой. Ровно, недалеко от этого. Там вообще очень грамотно работают. Дивіться, Рівненська область, як ТЦК працює. Забрали людину, викинули. Значит, забрали человека, а машину спихнули в кювет, выкинули, выбили окно. То есть человек извлечен, так сказать, и уже где-то, наверное, родину защищает. Ну или на пути. Машина в кюветі, вибили окно, зламали замка, витягли насилою. Машина взагалі в кюветі. З'їхала з дороги. А так працює ТЦК. Ну, так, собственно, и працюет, работает ТЦК, и вот ее эту... Це такий безпреділ робиться. У нас в Україні. ТЦК забрала водія, скинула машину, вибила вікно. Зараз будемо пробувати витягувати. Ну и вот, смотрите, конкретно беспредел, говорит, вот это сейчас подъехали бусом, и давай туда его, как бы, перекрыли дорогу, чтобы это возможно было вытащить. И вот пытаются ее вытянуть. Поставили, наверное, на нейтралочку, и там вот это вот, собственно, все и происходит. И машина же, ну и то там, видите, не без эксцессов произошло, так сказать, вылетела. Машина же, видите, какая супер дорогая. А тепер дзвоніть на 102 і всі лінії гарячі. Да. Рух перекритий. Вот такая вот война. То есть ТЦКшники так, а машину, вот видите, достают вот таким вот образом. Вот так вот в Ровенской области, да, собственно, происходит мобилизация. А вот еще одно видео, которое просто стынет кровь. То есть подъезжает бус, смотрите. То есть конкретно. Смотрите, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 человек. Добрый вечер. Мы видим это камера наблюдения. Тут, видимо, какой-то магазинчик сельский. Зонтики стоят, где можно было притулиться. Вот 9-й человек. Женщина кричит. Женщина кричит как может. Но женщина одна. И мужчина один. Вот так вот. Они уже спокойно дерутся, собственно, с женщинами. И вот это вот, собственно, ее берут, оттесняют. Они в таком количестве и нужны. Во-первых, проверить, может, там еще кто-то затесался. Но, во-вторых, чтобы эта женщина осталась одна, так сказать. И, ну, в общем-то, почувствовал свою беспомощность. Если, например, там с одним, с двумя какая-нибудь там боевая еще может, то вот так вот как толпа. Это налет. Это налетчики. Это реально налетчики. Залетели, так, ага, тут этот зонтик, что-нибудь там раз, там какой-то магазинчик, хлоп, выдернули, прям зашли внутрь и все. Помните, как рассказывала вот это на прошлом шуме из Волынской пресс-офицер ТЦК? Говорит, так нет, если человек убегает, он же нарушитель, ну забежал куда-то, имеют право погнаться за ним, так сказать, задержать. А тут кто от кого убегал? Не, никто ни от кого. Стрессовали, остановились, пошли 8 человек, все. Их уже больше становится. Эта система разрастается. Представляете? Разрастается. Тернополь. Заблокировали машину. Ну, то есть, конкретно, заблокирована машина. И вот так вот они себя ведут. Смотрите. Причем
сообщают, что они так себя ведут с прошлого еще, ну, собственно, утра, да? Пришел мужик, говорит, дайте машину забрать. Говорит, нет, не заберете машину. Ну, там, ругаются с ним. Они становятся на этот цепок, на этот цепь, да, на эту, которая там, чтобы никто не проник вдруг. Вдруг там кто-то сидит в этой машине. Ну, там сидят люди, правда, они заблокированы, чтобы они никуда не уехали. Они закрылись в машине, там сидят долго. Люди собираются их, так сказать, освобождать. Ну, и что мы видим? Женщина пытается отодвинуть вот этот вот мужчина, вот потом женщина ее все-таки отодвигает. Очень непонятно, кто вообще эти люди. Все это, собственно, происходит под камеры. Ну и потом, как бы, вроде как говорят, что удалось, да, спасти. А потом в этом же Тернополе, вот видите, вот этот человек, причем это же какой-то цирк на самом деле. Цирк в чем? В том, что Тернопольский, этот же областной военкомат публикует вот такое сообщение. Долго читать не буду, чтобы время не занимать. Значит, для того, чтобы оповещение шло хорошо, лучше, так сказать, люди с пониманием относились к происходящему, было решено привлекать военных, реально воевавших, пострадавших, короче, чтобы вот среди этой братвы ТЦКшников, чтобы был кто-нибудь там без рученьки, без ноженьки на палочке, который, типа, ты смотришь на него, он реально воевал, и таким образом улучшить показатели, улучшить показатели бусификации и оповещения. Ну, вот так это, собственно, и выглядит на самом деле, да, то есть заблокировали людей и, в общем, так держат, с вот этими вот такими, скажем, методами. Причем самое интересное, что это вот утро, да, а вечером вчера в этом же Тернополе массовая драка состоялась. Массовая драка. Бились, причем наваляли ТЦКшникам с 3 короба, там они собирали подмогу, одни и вторые. Речь идет о футбольном тренере, бывшем футболисте, футбольном тренере Задорожном. Говорит, у меня есть бронь, все есть, эти его все равно в бус. Но тут там мимо кто-то проходил, человека знают в Тернополе, ну знают. И там люди собрались, потом подтянулись ребята пацанята и давай как бы в рукопашную с ними. А те своих подтянули, роту охраны, и давай вот это, так сказать, чтобы атмосфера была своеобразная. Ну, то есть, все вот таким вот образом происходит. Одесса, которая сегодня лишилась мэра, там все вот таким нехитрым способом не останавливается и продолжается. Причем сегодня Одесский областной ТЦК опубликовал, что вот, смотрите, все так хорошо стало в последнее время, никто не жалуется, нет никаких, вообще не верьте ни в какие вот эти рассказы о том, как плохо, собственно, мобилизуют, какие там коррупционные связи, нет коррупции, нет силового влияния, вообще ничего это нет, это все выдумки. Киев, который сегодня без света, то же самое, так сказать. И подпись там. Кто-то заказывал европейские ценности. Ну, кто-то заказывал, видите. Собачка пробежала. Как это? Собака гавкнула, там корова тоже что-то сделала. И вот в бус, неважно, Одесса, Киев. Вот Черноморск, то же самое. Ребята, вы сейчас будете в прямом эфире, вы что делаете? Вы что делаете? Отпустите его! Не, они не отпустят. Они не отпустят. Детская площадка, сразу тут же бус, тут же в бус. Это одна женщина, понятное дело, не вмешается, ничего не сможет сделать. И вот, собственно, ну вот так вот все и происходит. Гребут как не в себя.
и явно не под завершение войны. Истории разные пишут, разные, так сказать, мужчины, ухылянты. Как думаете, насколько вы можете, ну, может быть объективным прохождение ВЛК, ну это комиссии, медкомиссии, под конвоем? Задаются вопросом в сети. Наблюдаю такую картину. Полицейский автомобиль подвез ухылянта в кавычках прямо от двери поликлиники и втроем повели его. Минут через 30 вывели, посадили в автомобиль и повезли дальше. Ну там, в принципе, понятно, куда дальше. Просто интересно, почему референдум в Крыму под дулом автомата, это все знают, что это незаконно, а прохождение ВЛК под конвоем вооруженных людей – это нормально. Человек сравнивает референдум под дулом, ну это как, это же клише такое, да? Ну или хорошо, ладно, в Крыму, вот эти присоединенные части Запорожской и Херсонской области, там тоже военное время, стреляли по ЦВК, попадали, разбивали, срывали, там диверсиями эти, но все равно их проводили. Да, вот эти там подомовые обходы сопровождали автоматчики. Было дело, никто не спорит. Но вот это же клише, это же неправильный выбор. А тут ведут человека, вооруженные люди, к непонятным врачам, а потом через полчаса его выводят, и он уже годен. Он уже ручки-ножки есть, все, ты готов. Какие-то такие тяжелые, ой, какие тяжелые параллели украинского народа приходят на 4-м году войны. Вспоминают про референдум под дулом автомата, и родину, получается, под дулом автомата надо защищать, идти на войну. Вот в Киеве спросили, ваше отношение к уклонистам. Як ви ставитесь до ухилянтів? До ухилянтів? Я сам ухилянт. З таким геноцидом, що у нас робиться, абсолютно адекватно, бо сам ухилянт, тому чітко. А що таке ухилянт? А як можна ухилятися від служби? Я не розумію, що таке ухилянт. До ухилянтів теж по-всякому. Смотря як їх беруть. Ніхто не хоче йти на війну. Ніхто. Бачачи, що там робиться дуже негарних речей в нашій армії, я відношусь до їх дуже нормально. Ну, до ухилянтів погано ставлюсь. Дуже погано до тих, які там правдами, неправдами звалили з України. Ну, краще б залишились, працювали, податки платили. Кому? Где? Кому? Что? Кто? Какие налоги? Куда вы уехали? Плохо дед относится к тем, кто налоги не платит. Чего ты переживаешь, дед? Тебе пенсию платит Европа. Европа, и эти тоже работают, перечисляют. Вообще взяли, в Украине оставались бы, налоги бы платили. Чего? Вот к тем, кто уехал, плохо отношусь. Ну а к тем, кто остался? Ну, потрібно ж армію підтримувати. Якщо у нас вільна країна, яке може бути принуждення? Ну, от я ухилянт. Слушайте, вообще повезло, конечно, автору этого видео. Это, конечно, нечто просто. Столько ухилянтов в одном месте. Все, да? За тобой привет вечером. Да, тихости. Ну, почему россияне могут, знаете, там кого-то брать там с Африки, вообще с разных стран, просто вот за деньги снимать людей и там в бунты их мясные, в каких они считают нужные, туда их посылать. Не в бунты, а в штурмы. Ну, он ухилянт, ему простительно. А наш нет, а у нас нужно и на украинцев. Ну почему нет? Я готов там какую-то часть зарплаты, пожалуйста. Я работаю официально, я готов такую часть зарплаты, это хоть до половины дошло бы, чтобы я легко смог ходить по улице. Сейчас иду, оглядываюсь, где-то едет бусик или не едет бусик. Понимаете, вот это вот, то есть он сейчас ходит и оглядывается. Говорит, я работаю официально. Получает он официально вот эти 3 копейки свои несчастные, держится за них, потому что понимает, что если не будет их получать, то как бы в армии он недолго будет получать даже эти свои. Люди заточены на стабильность, но они боятся этого, ну, как это все потерять. Вот эти все россказни о том, что «Эй, вы просто вот смотрите, вот мне вот этого человека надо показать Корчинскому, понимаете? Вот, который говорит, в каждом есть вот этот ген воина, а ты вот иди, ты сейчас, у тебя крылья расправишь, или там какой-то еще придурочный очередной командир духоподъемный говорит, слушайте, а у меня все бусифицированные в штурмовых подразделениях, смотрите, как мы классно штурмуем. Вопрос, а что вы освободили, когда штурмовали? Ну вот что вы освободили такого, там прям штурмом взяли? Ну да, классные бусифицированные, жить хотят, не умирают. В этом их, наверное, такой и плюс, и минус. Ну а с другой стороны, вот этому человеку расскажите ему, что он воин. Вот он, смотрите, с пакетиком, оглядывается,
воин. Хочу воевать, я не умею, я ни разу в жизни не стрелял с оружия. Ну и зачем я там нужен? Для чего? Я считаю, мне там делать нечего. Вот он считает, ему там делать нечего. И мужик правильно считает, потому что оценивает себя, оценивает свои возможности, понимает, говорит, я работаю, плачу налоги, все официально, то есть что я там буду делать? И ходит, оглядывается. Ну как это называется? Концлагерь это называется. Элементарный концлагерь. Элементарнейший. А вот депутат Галя Янченко выходит и говорит, а вот таких, как этот мужчина, да, вот этот, таких, как он, которые ходят, оглядываются, 1,5 мільйона. Кількість чоловіків зараз в розшуку, можливо, скажете нам? Ви здивуєтеся, це просто, знову ж таки, це космос. 1,5 мільйона чоловіків призивного віку не оновили дані. Тобто це означає, що... Ну і відповідно в розшуку. Це означає, що якщо їх десь зупинить ТЦК, то все. Привіт, Десна, навчальні центри. Вот это вот тоже интересно. Если их остановит ТЦК, то привет, Десна, ну, учебка. То есть она как-то об этом странно говорит, с каким-то, ну, то ли сожалением, или как. І навіть якщо вони знайдуть собі роботу на оборонному підприємстві, а оборонне підприємство може забронювати 100% своїх працівників, то для того, щоб влаштуватися на це оборонне підприємство, раніше цим чоловікам потрібно було пройти ВЛК, оновити дані. І от на ВЛК їх чекало якраз наша прекрасна ТЦК. Тобто фактично був таке замкнене коло. У оборонних підприємств критично не вистачає людей, з одного боку, з іншого боку у нас купа людей, купа людського ресурсу, 1,5 мільйона, які імовірніше за все в більшості ніде не працюють, просто сидять вдома, ховаються, і між ними прірва. І законопроект мого авторства Давіда Арахамії, Олександра Завітнєвича, який ми прийняли минулого тижня, якраз от між цією прірвою покликаний перекласти місточок. Цей законопроект дає можливість оборонним підприємствам, якщо вони зацікавлені в якомусь працівнику, навіть якщо у працівника є проблеми з оновленими даними, забронювати його, ну, заморозити тимчасово на Забронювати чи заморозити? Ну, тоже какие-то... Да, они приняли там этот законопроект. Короче, теперь на оборонку можно любого... Короче, написать можно любого. То есть схема же работает великолепно. Так, ты кто? Курьер Глова, да? Ну, будешь оборонным предприятием. Ага, я оборонное предприятие. Кум, будешь у меня на предприятии. Бронь тебе. Ну, то есть вы поняли. И эти все места, они тоже продаются. Точно так же. А интересно, а что с оборонными предприятиями, которые разбомбили в Ухналь? Разбомбили просто, а на бумаге они есть. И бронь, получается, тоже есть. Ну, это же просто клондайк. Только клондайк этот сейчас только у ТЦК, а так вот месточек, как мостик, это ручеечек немножко в другой карман. Точно так же. 45 днів. Для того, щоб за 45 днів він пройшов ВЛК, резерви, все, з'явився в резерві, і його можна було, відповідно, забронювати вже на цьому оборонному підприємстві. Тобто... То есть, когда он заморожен, к нему на ВЛК не настучит по голове ТЦК, о чем она сказала 30 секунд назад. Ми говоримо про те, що у українських виробників озброєння з'явиться потенційний людський ресурс в 1,5 мільйона людей, з одного боку. З іншого боку, це означає, що цим 1,5 мільйону людей ми даємо фактично другий шанс. Повернутися до активного економічного життя, знайти роботу, робити внесок в українську обороноздатність, працювати, заробляти хороші гроші. Зараз в оборонці хороші гроші. Ухилянт, голосуй за Гальку Янченко. Голосуй, она тебе даст шанс. Она тебе даст шанс и гроши хорошие. Понимаете? То есть это абсолютный популизм льется изо рта. Абсолютный. То есть они где-то от 1,5 миллиона не стали на учет за эти годы. Да? То есть они нигде не работают. Вы можете, так сказать, милости прошу, пожалуйста, і сплачувати податки. Ну, це залежить, це дуже залежить від насправді від посади, але з того, що я знаю, там ну сама така, скажімо, базова посада це збирач, просто от механічно закручувати FPV-шки, це 20-30 тисяч гривень. Ну це от просто
Ну так, середня зарплата по країні. Це старт. А якщо ми говоримо, наприклад, про вузьких спеціалістів, про інженерів, про тих, хто працює в R&D, да, в розробницьких технологіях, про якихось таких унікальних кадрів, то це може бути там і кілька тисяч доларів. Вот так вот. Вы поняли? Если ты берешь и вот это ручками скручиваешь FPV-шки, сразу 30 тысяч в месяц, все нормально, то есть со старту, это тебе старт, легкие быстрые деньги. Крути FPV-шку, а если ты там уже какой-то инженер, то несколько тысяч долларов на оборонных предприятиях в Украине. А там, гляди, еще сейчас Зеленский договорится, и может там в Данию отправят тебя в командировку. Будешь там вахтовым методом будешь ездить, там будешь крутить руками FPV-шки. 1,5 миллиона. Вот такой ресурс. Причем самое интересное, что... Вот самое интересное, это то, что статистику по СЗЧ «Украинская правда» дала сегодня такую. Причем в сравнении с января 22 до 24... с января 22 до сентября 24 59 тысяч. И за сентябрь 24 29 тысяч. И вот, пожалуйста, январь 22 до сентября 25 235 всего. И за месяц только, за сентябрь, почти 54 тысячи. Это вот «Украинская правда» со ссылкой на Генпрокуратуру дает такую статистику. Есть еще такие официальные или полуофициальные, скажем так, инфографики. Вот эти люди. 417 тысяч сообщений о розыске ухилянтов. Ну и вот и поехали там, да. Где больше всего ухилянтов за период, да, с 23 по 24 год? Это вот с 23 по 24. Смотрите, где сообщений больше. Где больше всего стучат? Ну, все же видят, да? Какие области сообщают больше всего о том, что есть уклонисты. Звонят, говорят: алло, у нас уклонист. Спасайтесь. Ну, нас спасайте, страну спасайте, мы хотим жить. Это вот такие сообщения. Ну, а насчет, скажем так, Янченко, да, и говорит, вот будешь ручками 3 болта будешь скручивать каждый день, получать 30 тысяч гривен, уже есть предложение, чтобы это делали бесплатно. На уроках в школе. На уроках труда. С трудовиком, который, в нормальное время был полутрезвый, сейчас непонятно, стресс все-таки еще больше, но у него же бронь, он же педагог. А с трудовиком дроны крутить на уроках труда предложил рекрутер Азова Гаврилишин. Якщо ми говоримо про загальну рекрутингову систему в державі як таку, вона має починатися з школи. Захист України, предмет, який був введений, і інструктори бригади Азов долучені до цього процесу просто максимально. Від навчання самих дітей до навчання тих викладачів, які будуть вчити дітей. З цього має починатися, власне, сам рекрутинг. Але якщо в Ізраїлі ця підготовка починається 6-7 класу, то в нас вона починається вже набагато пізніше. Я вважаю, що немає нічого поганого, якщо на уроках з трудового навчання діти могли б клепати FPV-дрони замість того, щоб робити якісь, я не знаю, годівнички для пташок, як на... Видите, вы смешно как. Смотрите, как вы смешно. Нахрена тебе эти пташки, эти птички, вот эти воробушки, вот эти все... снегирей же нет уже. Снегирей же перестреляли по Украине. Синички остались. Зачем тебе эта синичка? Синичка тебе зачем? Зачем ты будешь ее кормить с этим? Время тратить, лобзиком пилить, гвоздичками вбивать, шурупики выворачивать. Плюнь. Крути дроны на уроке труда. А Азов тебя научит. И трудовика твоего научит, и тебя научит. Как вот это дроны скручивать? И ничего в этом плохого нет. Вообще ничего. У мене є певні недопрацювання в освіті, коли будь-який предмет фактично ми можемо підвести під якусь військову дисципліну. Значит, смотрите, это, по мнению вот этого Гаврилишина, недоработка. Недоработка! Что мы же в любой предмет можем.
вообще любой предмет можем под военную науку подвести. Абсолютно любой. Ну вот какой ни назови, все для войны пригодится. Это какой-то абсолютный сюр. Кто выпустил этих людей? Это он сидит, прикалывается с годивнычки, ну, имеется в виду, с кормушки, а люди, школьников, родители, уже, наверное, собирают, если до этого не собирали чемоданы, да, когда там вчера или когда там позавчера, да, заявлял Ярославский о параллельной армии с 16 до 18, чтобы их собирать, учить, и вот это будут бойцы, а мы их как раз подготовим за 5 лет, вообще никто на Украину не нападет, такие будут, ну, в общем, зеле-югенд будет, понимаете, фактически, они подготовили список предложений и так далее. Не-не-не, они воевать не будут, готовиться только будут долго. Вот. Но воевать не будут. Если еще после этого сообщения не уехали, то вот это вот... А как это тебе в жизни пригодится? Ну вот как? Крутить дроны вместо... Вот как? Там же он говорит, там, не геометрия, а вот это вот баллистику надо изучать. Вот это как там по параболе что-то летит. Тобто вивчати на алгебрі геометрії балістику або артилерійську справу, підводячи до цього, ми можемо. Ми маємо розуміти, що ця війна у нас, якщо не надовго, то вона буде постійно жити пліч-опліч з нами. Что это она будет с нами? Смотрите, если это же мысль, которая родила вот эта куча маргарина в голове. Говорит, значит, если эта война ненадолго, но она будет рядом с нами жить, поэтому мы должны вот это вот все, так сказать, таким вот макаром дальше вот это уродовать детей. Они и так изуродованы. Образование никакое. Тревога за тревогой, бегают в эти подвалы или учатся удаленно, считай, не учатся. И так далее, и так далее, и так далее. Образование на нуле. А ты бери и алгебру заменяй, пожалуйста. Заменяй, пожалуйста. Вега мне пишет, давайте отвечу позже. Спасибо большое за поддержку. Смотрите, а ты замени, пожалуйста. Чё это ты тут вот это вот? Какого ты вот это вот рожна? Зачем тебе биология? Тактическая медицина будет. Биология. Зачем тебе, как инфузория туфельки там? Вместо дрозофил будем шей окопных изучать. Тоже интересно, под микроскопом все дела. Ну, чтобы понимать, кто тебя за задницу кусает, когда вот это вот там сидишь. Мышей опять-таки, да? Много там разной живности в окопах встречают. Нашествия прям целые бывают. Что с ними делать? Вот это я понимаю. Надо все подводить под войну, под армию. Даже если войны не будет. То есть продолжать насиловать будущее и мозг будущих поколений. Гаврилишин, конечно, сделал мой сегодняшний день. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Хотя есть такие люди, которые там тоже ну вот помогают. Ну вот в плане того, чтобы чем быть шокированным за сегодняшний день, 14 октября. Ну, например, вот блогер Рамина сфотографировала отстойник ТЦК. Говорит, унитаз весь в лайне, подушки в крови, сигареты. В общем, так выглядит распределительный центр ТЦК в Киеве. Журналистка Эсхакзай Рамина сообщает. Сюда люди как бы прибывают, мобилизованы, да, перед тем, как пойти на службу. Вот именно в таких условиях они и находятся. Родные в это время даже не знают, где они. Представляете? Уже даже до Рамины дошли вот эти условия. Но в принципе, это же как бы дело поправимое. Вот если ты в метро в Киевском, и там еще есть свет, даже, то вот, пожалуйста, на красной ветке откопали вот такой замечательный плакат. От Хартии. От Хартии плакат.
значит, то обычно как бы в городах это на самом деле двойной стёб. Обычно в киевском метро всегда так было. Ну, многие там, кто-то вахтовым методом работал, кто-то приезжал, начинал там устраиваться куда-то, ехал в Киев за новой жизнью, за новой работой. И, ну, популярная была история, как в подобных городах, это хостелы, да, то есть хостелы. И вот эти вот хостелы, так сказать, предоставляли там недорогое, достаточно скромное жилье полуобщежития или какого-то другого уровня, но тем не менее за доступные деньги для старта многим людям. И вот это вот для меня, человека, прожившего долго в Киеве, это, конечно, для меня просто... Вот это креатив. Опять подняли аренду. Звони. Вот будет твоя, собственно, койка и твое место. Твое койка-место. Понимаете? Койка-место. Так, если так посудить, то вот эти ТЦКшники, которые вот это вот бьют, запихивают, даже убивают людей, они это делают с чистой душой, чтобы тебе было меньше платить за аренду. Ну, чтобы за съем жилья меньше платить. Смотри, как тебе там и кровать дадут, и обувь, и оденут, и обуют, и автомат, и покушать, и все. Наоборот, это ангелы света заботятся обо всех. В Украине вообще как бы на этом, ну, понимаете, если просто так, Япония, вот многие там, и у меня в эфирах часто, что происходит с украинцами, какие они эти украинцы, что же они, да нормальные украинцы. Просто когда так вот начинаешь перестраивать свой мозг на вот эту, ну так просто легче жить и легче воспринимать реальность, потому что ужаса и кошмара это же просто поток. А плюс у людей есть еще личные проблемы, личное горе у многих людей, связанных с войной, там денежные проблемы. У людей ворох проблем, а тут еще света нет, газа нет, графики отключений, прилеты, ужас. И поэтому поэтому верят во всякую ахинею, понимаете? Всякую ахинею. Среди этих людей выпачковываются вычурные пропагандисты, вычурные. И они вот это вычурно нам рассказывают о том, что конец войны это плохо. Знаете почему? Потому что начнется политическая жизнь, предатели повилазять. Як тільки замовкнуть гармати, величезна частина наших співвітчизників готових зрадити державу заради союзу з Росією, знову буде готова реалізовувати свої політичні симпатії на виборах. Нельзя останавливать войну, потому что вот эти люди, предатели, захотят голосовать за кого ни попадя на выборах. Мне всегда говорили, Портников великий мыслитель. Портников умище, образование московское, конечно. Конечно. Но чтобы родить такую мысль... Я весь час кажу, не забувайте, після війни на українців чекає електоральний шок. Невідомого нам масштабу. Шок будет после войны. Электоральный. И смотрит же в эту сторону, так вот это прям же жути нагоняет. Это на ускорке еще. А представляете, Для того, щоб цей шок був сильний, і щоб він був такий електричний, щоб він паралізував українську державу, російські спецслужби працюють вже сьогодні, не очікується закінчення війни. Вони вже сьогодні розкладають яйця в різні країни. Яйца спецслужб. Труханов. Яйцо. Страусиное. А есть-то яйца и поменьше. Куриные, перепелиные, и вот они все вот эти раскладывают эти уже яйца. Поэтому, как закончится война, они все как бы повылупливаются и говорят, хотим выбрать кого-нибудь не такого. Корзини, різні кошики, щоб не дати можливості Україні за будь-якого результату війни вибратися з російської пастки. Вы представляете? Вот смотрите, любой результат. Смотрите, выход на границы 91-го года. Разгром российской армии. Она в ужасе бежит за пределы вообще. А мы такие, ладно, так и быть. Мы не пойдем на Кубань. И не пойдем на Москву. И Курск. Мы там были, нам не понравилось у вас. Мы останавливаемся на границах. Все. Они говорят,
Кремль говорит, Путин говорит, нате вам репарации, нате вот это все, вот, вот мы, вот берите, ради бога, мы проиграли, были неправы. Путина вообще сейчас будем судить, выберем какого-нибудь там, Фейгина выберем, Фейгин пускай президентом будет. Вот смотрите, это же вполне себе вот такие, варианты. Это он умнейший человек, философ, говорит, любой результат войны. Ну вот вам результат. Крым вернули, всех выгнали. Украинская мова пануя везде в Украине. По-русски даже кто-то кашлянуть боится. Не то, что там маты гнуть трехэтажные. Вот результат войны добились. Яички-то вилупляються у Портнікова даже в этой ситуації. Це проста робота. І я вас переконую, що це другий план, а є ще третій, четвертий, п'ятий. Вони наполегливо працюють. Не треба думати, що прийде день, коли вони скажуть, все, нам це не цікаво, ми ставимося до України, як до якоїсь там іншої держави, як до Німеччини чи Франції. Такого не буде ніколи. Поки є Росія, вона буде боротися за повернення України під свій вплив або до свого складу. Так що, Виталя, на Москву? На Москву! Ай. Это, конечно, одище просто. Это просто неимоверно. Что-то неимоверное. Нет, ну почему на Москву? Вот смотрите, сегодня тоже там, да, вот подборка, все говорят шелест. Сейчас вообще такая тема. Если ты показываешь, как лютует ТЦК, то ты вообще распространяешь неправдивое видео. Это все Луганск фильм, это все работа на врага и так далее. Дошли до того, вот есть такой журналист, он придворный журналист, называет себя военным корреспондентом. Нет, он снимал на передовой, он вообще в принципе много снимает, такие властные, провластные вещи, там Зеленский куда-то поедет, ну и вообще как бы фото у него очень хорошо удаются, потому что он имеет доступ, один из немногих, который имеет доступ к этим всем выездам, ну то, что называется доступ к телу. И вот другой человек, который убил человека, а потом сделал себе имя на том, что пытал, интервьюировал, допытывал, имеется в виду, пытал не в плане физически, а допытывал российских военных с российскими матерями, разговаривали они по скайпу, тут их там всячески пытался уму-разуму научить, находясь, когда, допустим, на связи, он рядом садился с военнопленным российским, и звонили родителям, женам и так далее. И вот ему студийку открыли, он там на студийке стоит у тумбочки, прям медийный персонаж, сразу вызывает доверие. Скольких он наперезванивал, какой великий, какого великого ума человек Владимир Золкин. А у него вот этот Ян Доброносов, да, который... И вот Золкин и Доброносов рассуждают. Про фейки, чи треба за них відповідальність. Дивіться, ще раз кажу, ворог дуже професійно з нами тут працює, з нашими людьми, які мають трошки менше інтелектуального розвитку і аналізу. І якщо треба аналіз кожного випадку, якщо людина це робить свідомо декілька разів, ми бачимо, що в неї одне ТЦК на сторінці, умовно, да, я просто кажу, то треба їй запропонувати, мені здається, закрити рота. По-доброму, війна йде, вибачте мене. Смотрите, значит, эти люди, которые... скажем так, постят, собственно, вот эти ужасы ТЦК, они не такие интеллектуальные. Они просто не могут глубины глубин постичь, понимаете? Не такие они интеллектуальные. Поэтому, видите, раз, два перепощивают вот эту бусификацию. Надо просто прийти к ней и сказать, заткнись, 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 неинтеллектуальный человек. По-доброму. І закрити їй рот. Бо якщо ми бачимо, що вона вперто продовжує це робити, то тут, можливо, є вже якась цікавість, тоді за це треба мати відповідальність. Вот. А если ты постоянно показываешь произвол ТЦК, надо, надо госизмену надо впаять и гражданство забрать. А что ты постоянно ТЦК у себя постишь, вот это все. Ты кто такой? Агент врага. Вы понимаете, в чем логика? Если это не постить, то этого нет. Нет этого. Нет, под страхом уголовных дел, разного рода вот этой расправы, конечно, этого всего станет меньше. Конечно. Но даже если этого станет меньше, это уже лучше. И вот эти такие медийные плюсы-минусы, вот это у них там передача,
И вот эти вот медийные морды, они себя будут чувствовать комфортнее. Они будут рассказывать, как Путин умер и в холодильнике. Они будут рассказывать, как развалится Россия. Они будут рассказывать, как заставить Россию, то есть не договориться, а заставить Россию, то есть санкции наложить, там все отобрать, разделить, репарации будет платить, понимаете? Им будет легче в этом вариться. Потому что вот этот ужас, который они устраивают с мобилизацией, вот этот кошмар, он выбивает вот эту стройную пропагандистскую вот эту всю историю. Даже и высокий интеллектуал Портников, видите, что как так вроде такой, ну, матерый, а так вот поскребсти, если, допустим, смотришь как-то, ой, а этим вообще тяжело. Надо их понять. Надо ввести уголовную ответственность за любое распространение любого такого видео и всем сказать, видишь, бьют мужика, отвернись вообще. И к телефону не прикасайся, ничего снимать. Отвернись вообще, это все, это ИПСО. Это тебе ведьмы, экстрасенсы, в голову тебе фантазии дурные вылезли. Женщина, мужа твоего уводят. Ну так, это все, ты не думай. Это все враги, его там наоборот хотят обуть, одеть, научить. Он тебе зарплату будет высылать, все будет хорошо. Не дай бог помрет, ничего страшного, поборешься, будет сколько там месяцев? 80 месяцев будешь получать выплаты, вот эти 15 миллионов, все будет нормально. А что с будущим? А с будущим вообще все прекрасно. Сможем мы вот это вот выиграть, да, до границ 91 года, вот до каких пор воевать, да, вот в таком ключе? Отвечает депутат, слуга народа, Камельчук. Он з Львовської області, Западної України, мажоритарщик. А як ви гадаєте, якщо війна буде продовжуватися, чи є у нас перспектива потроху звільнити усі території, які окуповані Росією? Ну, Крим не будемо брати до уваги. Давайте візьмемо Донецьку, Луганську область, зокрема. Моя ж ты бусинка. Ресурс такой, Liberty.ua, Свобода.ua. В общем, если вопрос, смотрите, вопрос. Если война вот будет продолжаться, какая перспектива у Украины? Давайте не брать Крым. Вернуть Луганскую, Донецкую область. Запорожская, Херсон... Короче, вот вернуть все, кроме Крыма. Вот какая перспектива? Юр, Камельчук, расскажи. Вдасться їх відвоювати воєнним шляхом? Я би не хотів, насправді, не говорити про Крим. Про Крим треба говорити. А? Съела? Надо про Крым говорить. Слушайте, крымскую платформу кто организовал? Зеленский. Значит, будем говорить и дальше. І про Крим слід згадати і пам'ятати те, що вже зроблено на даний момент. А что там, а что зроблено? Что сделано для возвращения Крыма? Подождите, я что-то пропустил. Шумел тут с вами, шумел. Только что, да, что-то случилось? Російського флоту в Криму немає. Це российского флота нет в Крыму. Ну все, освободили Крым. наше досягнення, і це відбулося військовим шляхом. Загроза Кримському мосту була кілька разів, і це зроблено військовим шляхом. Группы... То есть угроза крымская, это военным, да, не надо преуменьшать потужности военной. Ну и тем более разрушали. А военным образом разрушали. Вот тут тоже такой вопрос. Ну а кто там уже помнит, правда? Ну кто там помнит? Фура, взрыв, жертвы гражданские, которые рядом проезжали в этот момент. Кто там? Это же военным все... Нет, это вот надо вот этот вот помнить. Все же как вот, да, вот стирают память, как вот люди в черном. Нажал кнопочку пик и все. Да, то есть все помнят этот бэк, который там безэкипажный катер куда-то заехал, там или где-то как-то что-то бахнуло, малюк показал, похвастался. В общем-то, опора как стояла, так и стоит, и никаких проблем нет, и ездит дальше. Но это же было вот недавно. А то поражение это военным образом, конечно, военным. Диверсантів заходили на територію окупованого Криму. І це наші військові досягнення. Некоторые погибали, некоторых даже в плен брали из ведомства Буданова. И они на камеру записывали интервью. Ну, ждут обмена. Тому і Крим з часом також може бути повернутий. Єдине, що я точно не вірю в швидке звільнення усіх територій. Має статися хіба що якесь чудо, або страшний економічний удар по Росії,
Але поки що таких прогнозів я не бачу, на чому можна базувати. Європа, на жаль, продовжує співпрацювати з Росією в плані ЛНГ-газу, частково в плані іншого природнього газу. Сполучені Штати хочуть співпрацювати з Росією через їх корисні копалини. З ними дуже активно, попри тарифи високі, продовжує працювати Індія. Нікуди не дівся Китай, тому економічного розвалу прямо зараз від Росії очікувати не варто. Але демографічна криза і загалом, якщо буде триматися економіка Росії саме в такому стані, то це погіршення буде наростати. І говорити чи... Подождите, так, стойте. В смысле, ухудшение будет нарастать? Ухудшение для кого? Вот какое сейчас ухудшение он имел в виду? Для Украины? Ага. Так мы же, подожди, мы же возвращаем все. Ми можемо повернути найближчих кілька років, 5 чи 10 окуповані українські території. Напевно, що не варто. Проте від цього... Ага, 5-10 лет не надейтесь. Хорошо, не надеемся. А на що надіятися тогда? Не варто і відмовлятися. Я ні в якому разі не вірю в те, що ми можемо підписати будь-які так звані компромісні угоди, про які багато хто говорить, а повертаю думку в русло того, що війна може зупинитися там, де є зараз позиції, як це було в 2014-2015 році і так далі. Що в тому числі, хоча на папері абсолютно без гарантій закріплювали так звані Мінські угоди, але це можливо, так як зробив колись Азербайджан, досить нещодавно, так би мовити, наростивши власні сили, зібравши озброєння, підготувавши військових, те саме можемо робити і ми в майбутньому. Стосовно деяких територій, думаю, що може в перспективі 20-30 років відбутися економічне погіршення в Росії настільки, що вона зможе знову відмовитися від Криму, наприклад, як колись віддала його Україні назад, тому що не стягувала економічно. Так Крым отдали назад, потому что не тянули его экономически. То есть РСФСР отдала Крым Украине, потому что не тянула физически, материально РСФСР у СССР. А вместе они были СССР. Короче, тяжело было. И поэтому отдали. А вы тут думали, Хрущев, подарки, эти все, вода какая. Экономически не тянули. Денег в РСФСР не было, а в СССР были. Поэтому вот когда-то отдали. Понимаете? Чудные дела твои, Господи. Или какой период он имеет в виду? Я что-то так и не понял, если честно. Какой именно? Когда Россия взяла и отдала Украине Крым. Взяла и отдала. Неважно. Короче, то у нас был Израиль, пример, а теперь у нас Азербайджан. 20 лет, 30 лет, тогда, конечно, надо, чтобы все дроны крутили на уроках труда вместе с трудовиком. Ползали, типа ты в окопе на физкультуре. Конечно, прыжки были в длину, обязательно, чтобы дальше прыгнуть. Вообще такое ощущение складывается, что эти все спикеры, это все какой-то бред. Вообще это какая-то параллельная реальность. Иногда слушаешь их. Причем есть тоже такой лютый националист. Националист. Петренко. Да? Вообще, даже у него звучат такие, плюс-минус нормальные вещи. По поводу, собственно, мобілізації, по поводу вот этого всего ужаса, що ми слышим, що льється з телемарафона. Посилювати мобілізаційні санкції, скажімо так, знижувати вік, посилювати методи мобілізації – це тупікова гілка розвитку подій. Усиливать вот это давление, прессинг мобилизационный – это тупиковый путь. З приводу того, що потрібні системні зміни в армії. Так, какие в армии? Зміни? Зачем? А толку намобілізовувати зараз ще 2 мільйона. 1 800 000 через тиждень буде все ЗЧ. Ми глибоко розуміємо цю проблематику. Глибоко розуміємо. Так. І зараз добровольці йдуть не тільки в 3-ю штурмову бригаду, а в інші бригади і полки 3-го армійського корпусу. Да ладно! Да ладно, какие 3-й корпус ты говоришь, да? А там в 8-й тоже кто-то ходил. Ага.
Подожди, так у нас только третья штурмовая есть. По ней же, у них билборды висят. Мы там будем тут жить. Вот это. Ну, они-то будут жить, а другие... Ну, то есть, вот эти все Белецкие, вот это все. Погоди. С Азова же рассказывают, что надо там дроны крутить. А оказывается, не только в Азову йдуть добровольці. Серйозно? Тому що навіть за цей короткий час люди військові побачили зміни, які можна зробити от прямо сьогодні і зараз. Це система управління, це ставлення до підлеглих командирами, це розвідка, це планування бойових операцій, це медична служба і найнижчі відносно інтенсивності лінії фронту втрати в ЗСУ. І це все комплексно дає результат, що люди йдуть. Умирать. Но о них позаботиться. Смотрите, умирать, но как бы с уважением. Ну, правильно умирать. Может дольше продержаться и пожить. Вот. Это важно. Ну це ж правда, що величезний відсоток командирів просто дають абсолютно безглузні, тупі м'ясні накази. Ну це правда. І цей відсоток, він критично величезний в Збройних силах України. Так. Тому і СЗЧ, от коли я занурився в тематику СЗЧ, СЗЧшники, вони всюди. Там їдеш в таксі, водій, він СЗЧшник, заходиш ще десь, там це величезна кількість. СЗЧшники везде. Україна, СЗЧ. Целая страна СЗЧшників. І якщо не буде системних змін в армії, мобілізували, а він СЗЧ. У нас зараз вже сотні тисяч людей в СЗЧ. І що? Їх в тюрму посадять, а у нас місць в тюрмах стільки нема. Більше відео дивіться. Ну, в общем, да. То есть, вы понимаете, в тюрьму не посадят, все остальное. Вот так вот. Вот так вот. Вся страна СЗЧ. Куда ни плюнь, СЗЧшник. Ловить, не переловить. И только некоторые там догадываться начинают, что это все тоже сделано, условно, специально. Чтобы командир подзаработал, и больше людей прогнать, и по количеству армии продемонстрировать, по бумагам, да, европейским партнерам, потому что иначе денег не дают. И выгодно, чтобы люди уходили в СЗЧ. Есть такая специфическая уродская выгода, но она есть. Потому что оформил тебе СЗЧ, зарплатку не платить можно. Оформил. Поди докажи, а ты погиб на поле боя от обстрела, например, да, вот в ближнем тылу или дальнем тылу во время выполнения какого-то задания или в СЗЧ. Все, СЗЧ. Вот так случилось. То есть тут тоже СЗЧ очень такая специфическая история с большим количеством манипуляций. По поводу манипуляций и дипфейков, вообще, конечно, знаете, сегодня новость такая, которая немножко нас возвращает в реальность. Есть такое выражение: без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек, но все же уходит в цифру. Это все видят. Да? У нас в цифре можно развестись, можно пожениться, можно справочку заказать, можно еще что-то сделать, можно оплатить, можно все в цифре, все круто. Но тут в Польше сегодня сообщили о задержании украинки, которая как бы, используя искусственный интеллект, смогла обмануть банк ID и Дию, величайшее достижение украинское, Дия. Да? Все же говорят, вот смотрите, вы до сих пор бегаете с этими бумажками, а у нас все в электронном виде, достал смартфон и показал. Так вот, она набрала кредитов на 4 миллиона гривен от разных людей, используя, в общем-то, оформление через... сгенерировала человека, он вот это взял телефон, покрутил вот так головой, что типа он это он, и все. И все. І банк ID, или там Дія пройдена. Організаторка виготовляла короткі підроблені відео з використанням технології Deepfake, накладаючи обличчя... Она на себя вот прям Deepfake накладывала лицо, проходила эту верификацию, и, собственно, все. Вот на территории, как бы, Польши, да, ее и приняли, собственно. Сообщает нацполиция Украины. Вот такая вот история. Вообще вот этому интернету верить нельзя. Вообще не верьте интернету. Вы что? В Киеве сегодня? Это прям
нечто. Задержали 28-летнего мужчину. Ну, что не на фронте, наверное, отсрочка, скажете вы. Ну, достаточно крупненький мужчина, видите, с бородой такой весь. Может, уже... А может, он в СЗЧ. Там же куда ни плюнь, все в СЗЧ. А может, уже отслужил. А может, уже, может, раненый какой. Ну, вот смотрите. Задержали. С обыском пришли, все дела. Но что-то какое-то такое у молодого следователя, у этого паренька, который записывает все, точнее, как читает, видимо, его показания, улыбка не сходит с уст. В чем дело, спросите вы? Потому что задержал он известного аж на 239 тысяч подписчиков, ну это в ТикТоке, да, Мальфара. Представляете? Мальфар в ТикТоке. 239 тысяч. 2 миллиона лайков он собрал. Он вам предсказывает судьбу. Он с вами работает. А что задержали? А вот как он работает. Вот так и работает. Значит, так, чат GPT. А ну-ка, женщина оплатила ритуал за 4500. Ну, ритуал дорого заплатила женщина, поэтому используй максимальное количество знаков, когда будешь давать ей ответ. Распиши детально все, насколько все хорошо прошло, насколько все хорошо будет, чего ей ждать, что изменится с мужем, как лучше, по срокам напиши, ну, чтобы от себя что-то еще добавь. Это он нейросети пишет, от себя добавь что-то. Но, в общем, придумай, опиши так, чтобы она захотела его оплатить, чтобы он ей показался нужен. Напиши тотальную защиту на всю жизнь, на весь род. Ну, собственно, я так понимаю, что искусственный интеллект, он, конечно, умный, но пока не справился. Друзья, ну, в завершении еще хочу женской тематики добавить в нашем с вами сегодняшнем шуме, потому что, конечно, ужасы вот это вот, когда гребут всех и уже дошли до дронов на уроке труда. Понятное дело, что женщины и мобилизация женщин тоже промежуточный результат. Но тут запускают, понимаете, тема вообще медийно-проигрышная. И даже настолько медийно-проигрышная, чтобы ее хоть как-то сделать менее медийно-проигрышной, запускают разочарование в медийно-проигрышной теме в тех видео, которые, наоборот, должны показать, что женщина на войне – это хорошо. Сейчас поймете, о чем я. Інтерв'ю у воєнний. До хейтерів я відношусь дуже негативно, я їх всім серцем ненавиджу, тому що вони насправді, скажімо так, ну не заважають жити, але вони деморалізують. Тому що в армії прям таких хейтерів не було, були, скажімо так, не сильно приємні побратими, які висловлювалися про нас з Настею в негативному ключі, коли вони трошки перебрали. Значит, смотрите, это, он говорит, вообще, женщина на войне. Говорит, нет, были, конечно, случаи, там, когда перебрали побратимы, ну, короче, выпили побратимы, и не очень хорошо вообще отзываются о женщинах на передовой. Ну, вот это вот, мол, иди борщи вари, все такое, обижают. Вони почали говорити всякі речі, які ми снайпери хороші, що ми потрапили в армію для того, щоб бути підстилками і так далі. Ну, то есть, они идут подстилками в эту армию, недостаток, понятно, внимания, в общем, заниматься идут не войной, а, скажем так, плотскими утехами и мужика, короче, себе найти. Ось таких коментарів і в мережі буває достатньо. Військові дівчата найбільше це просто вигрібають від хейтерів, слухають. От всі постійно хочуть лізти військовим дівчатам в труси, а хто що, а хто з ким. Ну и видите, как комментаторы в интернете военным девушкам лезут в трусы. Бедные военные девушки. А вона з тим, а вона з цілою роти, вона з цілим зводом, вона з комбатом, вона з командиром, мінетні, горлові війська і так далі. Ну насправді це дуже низько таке говорити. Звідки ви знаєте, хто ми, що ми, для чого ми тут, яке взагалі ви маєте право таке нам писати. Якщо ви десь цивільна людина, живіть своїм цивільним життям і не пхайтеся до військових. Не, смотрите, тут не получится так. Нет, я против, конечно, этого буллинга, хейтинга. Понятно, что всякие женщины есть, да, и женщина тоже на войне всегда нужна.
Ну, понятно, они там снайперы лучше, да, там, они нужны. Женщина военная, нельзя ее хейтить, и, конечно, нельзя вот это вот все, скажем так, превращать в горловые войска и в вот эти все, скажем так, цели не повоевать, а другим заняться на войне с вот этими брутальными воинами-мужиками, да, которые там же брутальными командирами там и так далее. Смотрите, этих историй полно, они есть. Да, то есть и таких есть. Но всех женщин, которые в армии, ну, их тоже надо защитить. Потому что они есть в армии и с одной, и с другой стороны. Они есть во всех армиях мира. И они действительно там бывают успешные женщины. Почему нет? И, ну, вот смотрите, ни в коем случае вот это надо против, да. То, что есть условно внутри армии мужики, военные, которые женщин военных не воспринимают, это тоже было всегда. Но ситуация с, ну, собственно, соцсетями и медиа, она же обижается. То есть не на случаи, когда там, ну, какой-то побратим лаганул и давай рассказывать там, что ты тут воюешь, что тут подстилка, от тебя толку на войне никакого. Это они на профессиональном, на своем, как военный и военная поговорят. Но тут она сказала очень интересную вещь. Она говорит, значит, ты гражданский человек, занимайся своей гражданской жизнью. Чего ты мне пишешь вот эти гадости все? Мне, женщине военному. И вот тут главная ошибка. Гражданскому человеку, если бы дали заниматься его гражданской жизнью, а не лезли вот эти военные, которые вот на каждом же углу говорят, ТЦКшник это военный, вот это вот барбершопные всякие выступающие спикеры это военные, все военные. Если бы к гражданским не лезли эти военные, то и тебе бы, девушка военный, никто бы так не писал. Наоборот, тебе бы писали и тобой бы восхищались. Ну вот как, помните же, Зеленский провел перед вторжением парад. Красивый такой, там тоже девушки шли. Это любо-дорого посмотреть, заглядение. То есть и вообще ни у кого не было никаких таких, скажем так, ужасных мыслей, потому что были военные, они занимались военными делами. А есть гражданские, и они тоже занимаются, ну, гражданскими делами. Между ними понятные мосты, связи. Вот в Российской Федерации понятные. То есть там же, вы думаете, там нет горловых вот этих, да? Тоже есть. А есть честные, нормальные женщины, которые служат. Но там нет вот этой, когда военный не лезет к гражданскому, когда они говорят, воевать будут все, когда не тянут в бусик, когда не пристают, когда не забирают мужей. Конечно, там женщины будут писать вам, женщинам военным, всякую гадость. Конечно. А как по-другому? Поэтому вот главная ошибка. Военным военное, гражданским гражданское. И вот это главная мысль, которая здесь прозвучала. А то, что там похабщина и гадости всякие, конечно, будут говорить. Это, ну, вот, несомненно. Надо против этого выступать, потому что, ну, все равно это воинская честь. Это честь какого бы то ни было мундира. Да, и, ну, это, конечно, это плохо. С точки зрения, ну не лезьте, сделайте тогда так, чтобы военные не лезли к гражданским. Чтобы гражданский гордился военным, а не боялся военного. Да и вообще, конечно, с точки зрения вообще вот это вот понимания женского, да, есть такая писательница, кстати, очень уважаемая, там, Забушка, да, то есть вроде как, она вот выходит с какими-то такими месседжами о том, что украинское государство и там страна, народ, да, общество рассыпется, потому что там условно мальчики на взрослых видео выросли в интернете, а потом сталкиваются с девочками, а потом этих девочек надо психологам лечить, а поэтому вот она вот во время войны поднимает вот эти темы. И выводы тоже, смотрите, о том, что украинки за границей это все дамы легкого поведения, да, то есть это, знаете, кто придумал? Москва. Європи тебе розпитує про українських проституток, котрі номер один на нібито європейських ринках. І тобі справді треба вивчити питання і сказати ні-ні. Смотрите, тебе говорят, на европейских рынках украинские женщины номер один.
А ты должна изучить вопрос и четко аргументировать и сказать «нет». Сейчас она тебя научит. Забушка, учи. Не номер один, а четвертий. Нет, не номер 1, а 4 место. Даже в призовую тройку не вошли. Поэтому ты тут не открывай рот на украинок за границей. 4 место. Какие вот эти все легкие поведения? А забудь, ты что? Після румунок, молдаванок, росіянок. Правда? Поняли? После румынок, молдаванок, россиянок. А? Вот так отвечай. Каже, журналіст йому опадає щелепа. Журналісти тебе розпитують про твою країну, і ти по якомусь часі бачиш, який образ твоєї країни експортує назовні не твоя країна, Росія. бо вона ніякого не експортує. А Росія за тебе говорить. Поняли? Это Россия экспортирует образ Украины за рубеж. А там же румынки, молдаванки, потом россиянки. А как они там оказываются, эти россиянки, с канцелингом русских? Это какого года статистика, интересно? Ну, интересно, какого года? Ну, по-любому уже довоенного, да, вот этот рейтинг. Но ты слушай, Забушка, учи аргумент. Вот подходит журналист и говорит, а ты ему скажи, вот так, так и так. Забушка дело советует. Із німецьких інтелектуалів це сказав, що, от, мовляв, Путін проти нас воював, а ми проти нього ні. Ми навіть не розуміли, що він проти нас воював. Пішла ця повторна русифікація медійного простору. Це була головна помилка Ющенка. Головна помилка... Это была головна помилка Ющенка. Короче, Ющенко виноват. Це якраз цілковита неувага до медій. До речі, Порошенко вже її не став повторювати, так? От що було мудро. Порошенко хороший, так, если что. Ви поняли. І прозірливо з його боку. А у Ющенка було це наївне уявлення, ну все, от повна свобода, розумієте, от у нас, значить, свобода, от у нас демократія і свобода слова в тому числі. Україна програла інформаційну війну Росії за неявкою. Значит, Ющенко плохой, потому что разрешал свободу слова, представляете? Ющенко плохой, потому что свободу слова. И проиграла Украина информационную войну, потому что не явилась на нее, потому что некому было являться. В этих же словах глубинный смысл того, что происходит. Несмотря на форму, на подачу, на вот этот заход с украинок и рейтингов легкого поведения на Западе. Так, а если дать полную свободу? Если человек выберет то, что он правда хочет, то также и окажется, что украинский язык, он будет нужным атрибутом, он будет особенностью, диковинкой, он будет уникальный и, как бы так сказать, литературный, потому что унифицированный для всех регионов. Он будет чистый, его будут знать много людей, уметь говорить, писать, заполнять документы. Но разговаривать в быту большинство Украины, вот этого Украины Ющенко, да, то, что в чем Ющенко ошибся, что он не начал тогда вот эту украинизацию, будут по-русски. И будут любить знать украинский язык и русский, потому что удобнее будет. Удобнее и с большим количеством людей, тем более во время социальных сетей и всего остального ты можешь пообщаться. И с россиянами, и с белорусами, и с казахами, да и с теми же европейцами, с теми же прибалтами, со всеми на свете. Просто там вот это выделываются там по поводу... Все прекрасно, ну, еще помнят. То есть мало кто, уже, конечно, понятно, есть молодежь, которая вот эта вот переученная, но, в принципе, она потом тоже доходит до определенного возраста, и потом тоже, ну, короче, надо, понимает потребности, понимать и говорить на язык, использовать язык. Но украинский же никто не убивает этим самым. Поэтому прийти на информационную войну, ну, Ющенко просто не захотел начинать эту информационную войну. Хотя украинизация там была. Медиапространство и законодательство и все остальное при именно Ющенко. Это она забыла. Там, конечно, его не сравнить с украинизацией Зеленского, там, Порошенко, армия Нового Мира и так далее. Но я же обещал завершить о женщинах. Это о женщинах. Не потому, что Забушка, женский род это артикулирует. Нет.
Смотрите, я вам показывал в прошлый раз пародию на Арестович Собчак, вот это Юрия Великого, да, вот это Юрия Большого, Юрия Великого, короче, пародиста 95-го квартала. Ну и там же четко было понятно, что над чем смеемся, то и думаем. Какой посыл запускаем в народ, такую же обратную реакцию хотим. И в этом смысл вот этого юмора. Да? Был, причем синхронно, кстати. Причем вполне себе, ну на Западе это подсмотрели, и россияне и украинцы полюбили стендап. Ну как жанр. Да? И появились эти украинские стендаперши, украинские стендаперши, ну потому что язык украинский, короче, в части, в моде украинскоязычная. Но вот они что мелят. Давайте вот с этих позиций, о чем смеемся, чего хотим, как обозначаем общество и период исторический через вот эти юмористические рассказы, давайте вот подумаем. той самий час я розумію, що, мабуть, я недостатньо зріла, щоб стати матір'ю, тому що моє ставлення до материнства напряму залежить від того, якою мовою говорить родина в парку, коли йде повз мене. Смотрите, какая радость. Какая радость. Ей не все равно, на каком языке. То есть материнство это как бы не то, вот потому что вот я смотрю, а мне вот не все равно, на каком языке. Говорят вот условно на детской площадке. И сейчас будет юмор. Тому що, коли я бачу україномовну родину, я така возьму. Хто це там щебече, як соловейко? Він виросте, відродить ОУН! Ха-ха-ха. Кто это там? Что это за соловейчик? Кто это? Возродит АУН. Ха-ха-ха. Как смешно. Заливается, смотрите. Ну юмор же, всем смешно. Вот украинскомовный хлопчик Соловейко. А он, ах, перепад же, классно же, юмор, нерв, сцену чувствуют зрителя. А антураж какой заметили, там подсолнухи, вот это все как, ух. Дайте мені такого козачка, я наряжу його в маленьку футболочку, Вова єбаших, блядь. Але варто мені побачити російськомовне сімейство. Для мене завжди це звучить як «Мамочка, скажи, пожалуйста, а ты купишь мне сникерс? Тебе же уже пришли денежки за то, что ты фотографировала объекты критической инфраструктуры?» Я не знаю, что вам на это сказать. И они ржут. Им смешно. Слышу русскоязычную речь. Это же они сдают вот эти вот по-русски, которые говорят. То, что эти же люди там работают на этих объектах, такие русскоязычные инфраструктуры. И денежку они ждут от Зеленского, например, да, чтобы купить своему ребенку там условно шоколадку какую-нибудь. То, что потом пожарные приезжают, людей спасают, тоже русскоязычные такие же, да, хлопцы, которые разбирают завалы, надо быстро спасти, чтобы достать там, кто выжил. То есть это вот, это не важно. Важно, что вот она же так воспринимает, и вот это вот будут возрождать ОУН. А вот эти русскоязычные, вот эти, они вот это вот, да, вот они будут наводить ракеты и деньги за это получать. И этот стереотип, а он уже есть, а его уже привили, его уже, так сказать, ну вот, иголкой, да, вот, под кожу запустили. Може, вона так не говорила? Но я так чую. И вона каже, мой Елисей, зачем тебе тот буржуазный сникерс? Лучше придешь домой, покушаешь, растягай. Смешно. Смешно же, про растягай, смешно. Буржуазный сникерс, покушаешь, растягай. Да? Юмор нами движет. Я немного в шоке.
в шоке. И люди, ну вот правда, они вот, получается, платят деньги, слушают эту стендапершу, там она ездит, собирает донаты, вот это вот материал у нее вот такой, да, вот это вот, ну, вот уровень, да, вот уровень стендапа. Оцените в комментариях, напишите, что думаете. Вот прям очень интересно. Прям вот очень. Значит, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Если бы вы оформили в довесок к украинскому еще один паспорт, какой страны предпочли бы? Ну, понятно, 11% ЕС, 17% США, Канады, 48% Россия, Беларусь, 24% любой. Ну, то есть, понимаете, то есть 24 вообще любой, абсолютно все равно. Ну и победитель там Россия-Беларусь, наверное, в том числе и потому, что очень много из России и из Беларуси, да, тоже людей, которые, ну, так вышло, да, поехали, так сказать, или к ним приехали из-за великолепной политики Зеленского, да, скажем так, российские паспорта. Ну, так уж получилось. Давайте по вопросам пройдемся, с вашего позволения. Опять мы перевалили, как говорится, за 2 часа. Ну, как всегда, да. Обещал короткий шум. Вот тоже, да. Обещал, как говорится, короткий шум. Значит, давайте начнем с клуба. Добрый вечер, Никита пишет. Как вам новость о том, что теперь указом лишают гражданства? Как думаете, насколько далеко это зайдет и будут ли лишать гражданства всех неугодных, например, тех, кто под санкциями? Я думаю, да, будут, Никита, лишать гражданства всех тех, кто под санкциями. Это будет следующая волна. Ну, тех, кто, знаете, вот это не угомонился, так сказать, да, то есть тех, кто не угомонился. Вполне вероятно. Вполне вероятно, и я думаю, что это время не за горами. Значит, да, тут комментарии пошли. Так, пауки в банке. Ну да, действительно, пауки в банке. Смотрите, из этой ветки только читаю вот эти комментарии, потому что там были какие-то вот из другой, например, да, вот из общей ветки. Тут вообще люди переписываются, видите, активная жизнь идет, так сказать. Друг с другом общаются люди, в общем, и спорят, и, соответственно, и ругаются, и мирятся, и все как положено. Поэтому с общей ветки там сложно читать комментарии. Ну, это я просто так показываю, что вот такой чат, собственно, обсуждений, да. Сам еще вот по последнее время, там, последние там часы туда не заходил, еще ничего, не вчитывался, что к чему, но вроде как атмосфера плюс-минус дружелюбная, и дружелюбнее, чем есть. Перейдем непосредственно к вашим вопросам именно здесь, друзья, да, вот в чате. Единственное, что должен проверить колобок. Люди пишут много историй, но, к сожалению, такие длинноватые в том числе. По поводу колобка, давайте вот буквально парочку. Значит, прислали мне количество людей через румынов, которые убежали, имеется в виду, через границу Румынии. 1455 мужчин. Есть свидетельства, документы, ответы на запросы румынских политиков. Это вот попросил Олег тоже, да, поделиться информацией. То есть это только за сентябрь месяц. Интересная статистика, и, знаете, понятно, что нам не показывают всю статистику. Это вот только к румынам обратились по этому, скажем так, перебежчеству. 1400 за месяц. Кто-то скажет копейки, ну типа мало, это совсем не то. Кто-то говорит достаточно, потому что архи-супер условия для этих дел незаконного перемещения людей через границу усложнили дронами, усложнили сетками тепловыми и фотоловушками. В общем, там интересно. Значит, пользователь мне пишет: Олександр, якщо Європа почне видавати Україні кредит з російських компенсованих активів, чи означатиме це, що війна триватиме аж доки не закінчаться ті мільярди? Мне кажется, это исключительно мое предположение, могу ошибаться. Значит, тут еще продолжение по поводу дефолта 37 триллионов.
Значит, когда будет 38, то будет сложный процент, и уже невозможно выплатить, поэтому Трамп носится по миру, чтобы инвестиции привлекать и не дать этому случиться. Что это, короче, что будет, если будет в США дефолт? Что думаете по поводу этого? Мне кажется, США дефолт не грозит, в том смысле, в котором мы понимаем мы. То есть инфляцию они будут подпускать, где-то будут наоборот накачивать. Они переиграют. Смотрите, Трамп видит в крипторынке, в фондовых рынках, он видит ресурс как раз таки для этого. И мастерски на этом играет. Поднимает ажиотаж, спускает все дальше, но разница-то остается. И я так понимаю, это они с Маском изначально придумали, и поэтому с Маском до конца не разругались, поэтому на этой, ну, кто-то говорит, спекуляция, они так тоже в том числе равняют вот эту всю нагрузку. Выпуск пара называется. Ну, лучше так, чем на войну. Вот лучше так, чем на войну. Это не для того, чтобы начать где-то войну, и чтобы никто не обращал внимания на госдолги. Но я думаю, что там не будет слишком большой проблемы. Так вот, по поводу российских компенсаций активов, я думаю, что это будет лебединая песня Европы. Сами же они не смогут этого сделать. И выделить все замороженные средства на территории Европы на войну против... Вообще там есть такие конспирологи, аналитики, говорят, а есть ли эти бабки вообще? Ну, деньги, в смысле, да? Не нолики на счетах, а деньги. Есть они вообще? Или их уже там распилили и потратили, понимаете? Так что такие дела. Так, хороший, добрый комментарий пишут. Анна, спасибо вам большое, Анна, за то, что хорошее, доброе тоже пишите комментарии. Это тоже полезно, это тоже здорово. Заглянем в чат трансляции, как говорится, напоследок дня сегодняшнего. Значит, спасибо большое, что ставите лайки, это очень важно. Александр, вопрос, почему ваш народ так деградировал? Рвачи у руля вылезли. Рвачи. Так, Щелина ждем. Предварительно следующий понедельник. Спасибо, что ждете. Так, значит, Шелест, уже Украина уже оккупирована сама собой. Получается, новая территория РФ — это освобождение украинцев. Давайте не так, я не буду говорить украинцев, да, но ситуация в Одессе, опять-таки, Труханов это не тот, ну, у него фамилия Труханов, Труханет. Он не будет бороться с привлечением вот этой глубинной Одессы, потому что вы же видите сразу, какая история. Как только свершилось, сразу бешеные тетки выскочили его там москаля, в Москву, там туда-сюда. А если бы он сразу собрал актив, сразу собрал коллективы трудовые, вышли бы к нему там, ну, во-первых, какие там сейчас трудовые коллективы? Ну, ладно, если бы действительно собрал бы вот этот ядерный свой электорат и собрал бы народ сам, но это же нарушение законодательства. Вот этим оголтелым теткам с картонками можно нарушать законодательство и устраивать во время военного положения черти что. Хотя, видите, картонки все поменяли. Но его переиграли, опередили красиво. То есть он сейчас уже митинг не соберет свою поддержку. Хотя надо было бороться не только через видеообращение. Ну вот не только. И понятное дело, что в 2015 году, даже если какой-то паспорт у него там как-то оказался, он уже 1500 раз пожалел об этом. И не только, и до широкомасштабных боевых действий, поверьте. Поэтому, ну, он не игрок, он струсит идти как бы до конца. И тут не украинцев, а вот конкретно там одесситов. Это же, на самом деле, я думал, Зеленский умнее будет. Он не пойдет ради шкурных интересов и будущих политических амбиций на вот это вот лишение гражданства мэра, действующего. Я думал, не пойдет. Думал умнее, потому что как раз-таки там вот самая опасность в этой Одессе, которая там, ну кто там, у нас Одесса и Харьков, сепаратисты, ж, понимаете? Ну то есть так их это сепары. И вот тут вот опасный момент может быть, опасный. Но я думаю, что ничего не будет пока, зайдут вот эти зеленые бригады, зеленые как бы вот эти ракетиры, понаживаются,
улицы попереименовывают, Пушкина снесут, никто там особо не будет возникать, будут воровать. И вот тогда, собственно, когда народ заропчет, ведь не так-то много времени осталось урвать. Не так много времени. Потому что, смотрите, если два варианта. Если это к будущей войне, это плохо для Одессы 100%. Если это к будущим выборам, как Гончаренко говорит, тогда он же этих всех людей, которых поставит туда Зеленский, как бы объезжать Одессу, давайте так, как лошадь, да, вот это там, оседлать и объезжать Одессу, он же потом их скинет с седла, выкинет. Одесса все равно не даст ему большой результат на выборах будущих. Они там нарисуют, но они-то реальные результаты будут знать. И он прекрасно понимает, что это нужно, чтобы дорисовать результат. Поэтому это обернется ненавистью к этой Одессе, да, и вот таким вот моментом. И вот эти люди, парашютисты, их позбивают от Зеленского. И Одесса, и там тогда вызреет вот эта вот, да, ненависть. И уже ты ее войной с одвічним ворогом уже не прикроешь. Она и сейчас уже зреет у людей. С переименованиями, со всякими там, ну, то есть, ну, это постоянно с ТЦК, с этим особенно жесткими рвачами, потому что область приграничная. Область, короче, это область для бегства. Поэтому первые там самые лютые были вещи в Закарпатье и, ну, вот, Одесса, потому что там Одесская область и Приднестровье, и Молдова, поэтому вот так. Да, с Дома профсоюзов, да, все началось, и это все, конечно, вызревает, действительно. У Зеленского самого российский паспорт. А это, кстати, может быть. Так, Эдгар, Александр, в теме, вы же знаете, правительство Аэр Крым еще существует в изгнании? Если да, то кем финансируется и какие у него по руководству республикой функции осуществляет? Я, кстати, о правительстве Крыма в изгнании не слышал. Слышал о системных вот этих органах, там прокуратура, всякая вот эта история. А вот именно правительство Крыма как такового нет, не слышал. Но какая-то, видимо, существует история. Не в курсе. Интересна, кстати, тема. Вот было же такое правительство скифов, действительно. Арестович будет в следующий понедельник? Да будет, что не будет. Посмотрим, будет. Если все будет хорошо у всех. Про Павла Щелина сказал, предварительно есть. Ну, смотрите, тоже графики, занятость, перелезды, перелеты. То есть, да, вот было там когда-то там 2 выпуска относительно нет. Сейчас небольшая пауза. Ну, вы же знаете, чем дольше пауза, тем как бы долгожданнее и качественнее получается. Ну, по крайней мере, в этом случае с Павлом, да? Ну, то есть конкретно с Павлом. Значит, так. Сашка, когда в Украине закончатся трудовые будни и начнутся трудовые будни? Хороший вопрос по поводу трудовых будней. Да, это к войне, Саша, да, это к войне. Значит, Александр, может вам баллотироваться на президента Украины? Ой, слушайте, я вот чем дальше, я, если честно, против. Значит, вот этих всех историй был, что Украина нуждается в назначенном президенте, но чем дальше приходит, это закручивается вся эта история, и я смотрю особенно на рейтинги вот это вот, где Буданов обыгрывает Зеленского, Залужный обыгрывает Зеленского, ну, Зеленского доверия больше всех, ну, короче, я вот это вот смотрю, и мне кажется, знаете, надо как-то все равно какой-то период, чтобы условную там 5-летку был какой-нибудь, как это, ну вот как там, госсекретарь или там секретарь партии, там, да, ну вот как какой-нибудь там назначенный коллегиально, но без участия народа. Уже определенно новой, заточенной, вычищенной элиты. Ну это мне так кажется. Я против этого. Я против этого, но тем не менее. Потому что хоть порядок, чтобы структурно навести, понимаете? Поэтому тут многие говорят там от военных, надежда на военных и так далее. Так, друзья, всем большое спасибо за общение.
за то, что пишете. Всем большое спасибо за то, что, ну, в общем, комментируете. Благодарность большая. Александр, тебе стыдно за этих стендаперов? Стыдно? Стыдно. Вообще тут тоже как бы уровень, понимаете, он проверяется. То есть там понятно, что это примерно все в одно время. Москва, конечно, впереди была в этом конкретно жанре юмора. Да? Там больше инфраструктура юмора. КВН, интернациональные вот эти команды, все прижились, создали комедий-клабы, разные проекты. Быстрее, потому что больше увлекающихся юмором людей разных, да, то есть там создали условия, быстро организовались, слезали вот эти западные манеры, переработали, а Украина как бы переработала тот же Comedy Club, кстати, с Притулой небезызвестным, переработала уже из переработанного. Короче, о чем я хочу сказать. Понятно, что там варилось больше в этом шоу-бизнесе денег, но тем не менее, в принципе, есть и классные традиции же юмора. Ну, говоря об Одессе, да, говоря о легендах, говоря о выходцах из Одессы, говоря о тех людей, которые там в Одессе, а команды КВН какие, Днепра какая была, да, Донецка, да, вот традиции есть на что опереться. Но вот с этими вещами, там, Харьков, безусловно, конечно. То есть получается, что Зеленский как вот пылесос высосал вот этот вот интеллектуальный потенциал, капитализировал, монетизировал, а дальше разруха. И мы наблюдаем вот сейчас вот такого рода стендаперов, гастролирующих по Украине, без каких-то либо путевых юмористов, создав все для своей Вавилонской башни юмора «Квартал 95». Спасибо, хоть там дизель-шоу чего-то пытались сделать, да, ну там конкурировать. Иногда хорошо получалось, иногда не очень. Хотя они хуже, чем «Квартал». Ну, был период так вообще. Потом немножко они подравнялись за счет политизированности. И, ну, понятно, да, из-за Зеленского «Квартала» немножко люди начали принципиально идти на дизель-шоу. Но было, короче, с чем работать. Кальки, модели одинаковые. Но в конце концов мы пришли вот к этому. А почему? Потому что Россия взяла и отгородила вот этот сектор от войны максимально. Шоу-программы, реалити-шоу, всякие там телевидения, всякие моменты. Да, есть там такой момент, что не надо там вот это вот пропаганды, шутить, кровь, вот это все. СВОшники, не СВОшники, то есть вот эти все там национальное вот это в сторону, да. Но они оставили вот этот отдушину. Потому что ты тут вокруг война, беда, ну ты включаешь телевизор, а там, например, какой-нибудь там Малахов или Харламов или кто-нибудь еще, или сериальчик прикольный. А что у нас? У нас все пропитано вот этим всем. Потому что неграмотное изначальное управление, а Украина, просто все скукоживают Украину к маленькой стране, она большая страна. С разными регионами, с разными спецификами, с разными этносами даже. И, ну, да, вот... И каким-то таким вот действительно, если Россия большой котел, то здесь котелок, понимаете? Но это сделали не котелок, а просто ложку из этого котелка. Ложку, которую подогревают зажигалкой. Друзья, всем большое спасибо. Спасибо за этот шум. Берегите себя и друг друга.